Добрый вечер. Мы начинаем сегодняшний вечерний эфир. Сегодня тема– это скрытый нарцисс, и его взаимодействие с его жертвой. То есть сегодня мы разберем такую достаточно узкую тему, и мне интересно, конечно, что вы по этому поводу сходу скажете. Поэтому, кто подключается, пишите, как вам эта тема. Тема заключается, собственно, в том, что ну вот людей с нарциссическими чертами, которые ведут себя как скрытые нарциссы, их, в принципе, не очень много. Но сказать, что их совсем мало, тоже нельзя. И если уж ты попадаешь в отношения с таким человеком, то тебе приходится, соответственно, ну, как-то с ним взаимодействовать. Я в своих видео раньше и видео, в эфирах, по-моему, тоже мы обсуждали, в чем основное отличие скрытого нарцисса от, так сказать, грандиозного, ну или даже человека со скрытыми чертами, чертами скрытого нарцисса от человека с чертами грандиозного нарцисса. Основная идея в том, что такой человек, он ведет себя как кто-то, о ком хочется позаботиться, как человек, о котором хочется, его хочется пожалеть, с ним хочется немножко посюсюкаться. То есть он такой ну, как бы человек, который разыгрывает идею жертвы. Поэтому мы сегодня будем это разбирать. Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас человек, который разыгрывает. Есть, хорошо, звук есть. Ну, вы напишите, собственно, как вам меня слышно, потому что мне себя, оказывается, слышно. Всем лайк. Вот это вот такое для начала. Итак, и мы с вами, собственно, начинаем. Да, тема, структура эфира, как всегда. Я вначале излагаю, так сказать, теорию, то, что я заготовил, а потом мы с вами, извините, а потом мы с вами перемещаемся потихонечку в чат, где я отвечаю на ваши вопросы, поэтому вы как-то появляетесь потихоньку в чате. Так, обожаю вас смотреть, спасибо, очень приятно, слышно отлично. Все, спасибо. Немножечко мне сейчас нужно будет сделать буквально пару технических вещей, как я обычно делаю, когда я настраиваю эфир. И мы с вами будем, собственно, разбирать тему скрытого нарцисса, потому что эта тема важна. Собственно, кто такой скрытый нарцисс? Человек, который имеет нарциссические черты, неважно, это нарциссическое расстройство личности или это черты, человек со здоровой личностью, имеющий нарциссические черты, это вопрос размаха. То есть если размах сильный, если поражено ядро личности, это расстройство личности, если поражено край личности, называется, ну, это может быть маргинальное, то есть краевое расстройство личности, либо если это включения какие-то, поражение было такое вот, знаете, как бы посекло, так сказать, то это вот черты личности. Так, секундочку, я прошу прощения, сейчас я начну уже более быстро излагать. Мне сейчас нужно... Так, мне сейчас нужно сделать пару вещей, и мы с вами начнем. Вы пока пишите, кто откуда смотрит, как слышно, как видно. Сейчас я уже закончу, а то я начинаю делать несколько вещей одновременно. Не получается ни одна. Все, поехали. Итак, значит, скрытый нарцисс – это человек, который в детстве получил ту самую нарциссическую травму, как и вообще все люди нарциссического спектра. Это его родители его не любили, безусловно. Это не обязательно были какие-то, знаете, жестокие родители. Это могли быть родители, которым было некогда. Это, например, были, предположим, как бы какие-то там 80-е перестройки или 90-е лихие, когда родители просто много работали. Или там кто-то из родителей или оба были на заработках. И они считали, что самое главное, что они должны дать своему ребенку, это деньги, потому что сами они были рождены в лишениях, когда деньги – это была основная вещь, связанная с безопасностью, которой им не хватало. Вот. И вот то, чем они думали, что они могут ребенка своего обеспечить, в большей степени это безопасность, связанная с благами, так сказать, то есть материальными вещами. А какие-то вещи эмоциональные – это то, что в свою очередь в свое время они, возможно, получили в достаточной мере, и как бы на этом люди обычно не фиксируются. Оно так и происходит. Вообще, вот если посмотреть длинник любого рода, то всегда вот есть какие-то перекосы, которые идут… то есть родители стараются со своим детям давать то, что недополучили сами, при этом не додают то, чего сами получили вдоволь, потому что на это не обращают внимания, понимаете? Ну, в таком плане.
И вот такой ребенок, он, значит, растет в семье, где он либо не получает достаточное количество, ну, любви, чтобы вы понимали, это же такое что-то абстрактное, его как бы любят формально, ну и, соответственно, например, обеспечивают и так далее, но он не получает вот этого вот какого-то внимания и не признаются его, как это правильно сказать, не признаются его, ну, признание в детском возрасте не совсем то, ну, в общем, он не признаются его какие-то мелкие достижения. Может быть так, что, предположим, вот родители его это, если сейчас уже так модно, вот мамочка, например, какая-то решила, что он ребенок индиго, она посылает его на курсы развития какого-то там эмоционального интеллекта, и все, она недовольна, что он там какие-то задачи не выполняет, ну, тесты. Вот. Ну, в общем, ребенок недополучает вот это вот какую-то уверенности. Он понимает, что он получает какие-то, ну, не знаю, там, поддерживающие такие стимулы, такие как, не знаю, объятия, теплые слова от своих родителей, там, от матери, от отца, какие-то вот, не знаю, важные слова, типа «я в тебя верю». Часто слышит вещи «я в тебе разочарована», мы столько вкладываем в тебя, ты не можешь нормально учиться. Что-то такое он часто слышит, и в результате он может идти по пути грандиозности или вот этого скрытого нарцисса. Если ребенок просто так получается в ходе его развития, что он, ну, как-то вот им все недовольны, что он учится недостаточно там вот прям не круглый отличник. Ну или там как-то, предположим, ребенок может плохо учиться в какой-то период там, или по каким-то предметам. Им очень сильно разочарованы, и он, предположим, заболевает. Это может быть совпадение, это может быть как ну, заболевание в ответ на стресс, ну, вот, и то, что его не признают. И вот он заболевает, и в этот момент, конечно же, ну, когда люди болеют, то их наши близкие обычно к нам становятся очень благосклонны, очень, так сказать, сердечные, очень добры. И вот его родители, там, его мама, папа становятся, сразу уделяют ему внимание, они переживают, они пугаются, что он как-то заболел. Вот, и они начинают уделять ему много внимания. Все зацепилось, вот стратегия поведения фиксируется по типу, ну, грубо говоря, такого сложного условного рефлекса. То есть если я бедненький, я кашляю, и мне плохо, у меня ничего не получается, меня никто не любит, значит, ко мне приходят, начинают меня поддерживать, меня начинают как-то вот лечить, меня начинают любить. То есть я могу заслужить любовь, если я буду таким нытиком, грубо говоря. Нытиком, жалобщиком, ну, я не знаю, как. Если я займу стратегию крика о помощи, которую я постоянно вот как бы требую у окружающих. Так, и я общая канва, что такое человек со скрытыми нарциссическими чертами. Я сейчас немножко ныряю в чатик, что у нас слышно. Привет из Чикаго, привет, Чикаго. Ну, сколько же у вас времени там? Как часто скрытый нарцисс обижается и манипулирует игровым. Не понимаю, что вы написали, видимо, с ошибками. Впервые попала на ваш эфир, смотрю видео с интересом, очень хорошо слышно и страшно любопытно. О, ну хорошо, сейчас пойдет. Хорошо, что слышно. У меня всегда скрытые нарции, я устал уже. Мы сегодня коснемся с вами темы, что же это за люди. Понимаете, есть определенные карта личностных черт у человека, который стереотипно, вернее, часто повторно оказывается в отношениях, например, со скрытым нарциссом. То есть, если, например, ты постоянно находишь рядом с собой скрытого нарцисса, здесь может быть три вещи. Первое – это просто совпадение, ну, знаете, случайность, нельзя это никогда сбрасывать со счетов. Второе – когда-то у тебя был опыт такой достаточно яркий отношений со скрытым нарциссом, и если этот травматичный опыт не переработан, ну, ты из него не вышла, то в такой ситуации мы, как правило, поскольку мы не отпустили вот этот травматичный, то есть опасный опыт, то у нас срабатывает, фиксируются защиты, поскольку, значит, не отпущен опасный опыт травматичный. Нам кажется, что то, что мы это прожили и мы оттуда ушли, мы еще не получили завершение отношений с нарциссом. Это предполагает такое не рациональное, не на уровне знания, а на уровне эмоций, чувства, что оно все ушло из моей жизни, и у меня этого вот уже, скорее всего, не будет. Если что-то такое и будет, то будет другое, а не это же.
когда отношения не завершены, то несмотря на то, что ты с человеком уже долго можешь не находиться в отношениях, ты все ходишь и переживаешь, что где-то я могу вот сейчас попасть, ну, как бы вторая серия, как бы вот тех же самых отношений. Потому что обычно же как бывает, ты вступаешь в отношения, если это человек, если с нарциссом в отношениях был человек ну, с условно здоровой личностью, то ты строишь здоровую привязанность, ну, нормальную. Ты выстраиваешь здоровую привязанность с этим нарциссом, пока, а нарцисс, он же, ну, человек с такой, ну, незрелой личностью, он же ну, старается всячески не показывать это. И, соответственно, ты находишься долгое время в отношениях с нарциссом, не в отношениях как бы с нарциссом, а как тебе кажется, в отношениях с человеком, которого ты просто недостаточно знаешь, с которым ты выстраиваешь какие-то здоровые отношения. И в какой-то момент бац, и просто вот это все это, что было, все те, ну, вот эти вот потемкинские деревни, которые он выстраивал, весь этот фасад, они рушатся, и ты понимаешь, черт подери, как я могла оказаться в этих отношениях. Потом начинаешь еще вспоминать, так звоночки же были еще раньше, я это просто не замечала. И в такой ситуации часто бывает у человека, ну, у женщины, если мы берем ситуацию, когда мужчина нарциссические черты, женщина жертва этой ситуации. У женщины в такой ситуации возникает мысль, как я попала, я вообще, у меня не работает узнавание, я, ну, как бы, он перешел через мои границы, ну, грубо говоря, он зашел в мои покои, перелез через мои стены, через какую-то лазейку, которую я не знаю, где она, понимаете? То есть оно же может повторяться сколько угодно раз. Пока я не пойму, пока, грубо говоря, не сделаю работу над ошибками, пока я не пойму, как так получилось, остается чувство незащищенности и такой ну, тревожности, небезопасности. Вот. И вот это и есть вот это состояние, есть то, что, знаете, говорят, не проработано, так сказать, травматические отношения, не отпущено. То есть ты ходишь постоянно и переживаешь, уже нет ни рядом с тобой никаких нарциссов. Ты переживаешь, что сейчас появится какой-то другой такой человек. И что ты делаешь? Ты в каждом человеке, которого ты видишь, на всякий случай, ну, поскольку защиты так работают, пытаешься увидеть нарцисса. А если ты будешь, ну, знаете, было бы желание, можно в каждом начать это углядывать. А поскольку ты только в человека только знакомишься с ним, ты о нем еще мало чего знаешь, то очень легко, ну, видеть то, чего там нет. Ну, не то, что там чего там нет. Ты видишь те черты, которых не хочешь смотреть, а остальное ты уже не рассматриваешь. Получается, как правильно, не то соотношение вообще этих черт. Ну, вот. Ну и третья ситуация, это может быть то, о чем я сейчас буду говорить. Скрытый нарцисс старается держать рядом с собой человека, который имеет потребность в помощи, то есть, по сути, спасателя такого. Он же бедненький, такой несчастненький. То есть он постоянно как будто бы, вспоминаем, когда-то у скрытого нарцисса, пока он был ребенком, он еще как бы не был никаким нарциссом, он был просто ну, вот ребенком. У него зафиксировалось, что когда он начинает как будто бы падать в слабость, в болезнь, в депрессию какую-то, ну, демонстрацию депрессии, в какой-то вот в упаднические такие вот вещи, его окружение начинает его поддерживать. Да ладно, ты чего там, ну вот, ты чего, что там, чего ж там маленький там Петенька наш расплакался, давай. Вот, и, соответственно, есть люди, которые, ну, знаете, вот есть люди, которые любят защищать, не защищать, а ухаживать за животными. Заводят себе не одно животное, а несколько животных. А есть вот люди, я знаю, которые заводят конкретно, специализируются. Они находят само какое-то выражение, ну, не самореализацию. Короче, люди, у которых куча одноногих котов, например. Не одноногих, в смысле, без одной лапки. Вот. И есть люди, которые занимаются вот таким вот как бы таким ветеринарно, ну, в общем, спасением. Так вот, в какой-то степени человек может желать находиться рядом с слабым человеком, рядом с собой, потому что скрытый нарцисс дает ощущение такого неполноценного человека, который без меня же пропадет, а это, соответственно, дает человеку, который, ну, как бы формально называется жертвой нарцисса, ощущение, ну, не всемогущества, но такое, знаете, вот власти, потому что мне кажется, что он без меня никуда не денется, а я его спасаю и чувствую себя вроде как хорошо на этом фоне. А это все не совсем так, потому что нарцисс тоже играет в игру. Да, есть ситуация, когда, если, скажем, это немножко другая тема, но вот когда, если это не низкий нарцисс, а, скажем, человек с зависимостью, ну, там, алкоголик, то с алкоголиком находится, ну, там, пускай, опять же, мужчина пускай алкоголик будет, если это женщина рядом, женщина созависимая, а женщина, которой
которые, находясь рядом с зависимым человеком, получая все это вот, ну, громадное количество вреда, которое можно получить от нахождения рядом с зависимым человеком, она при этом получает определенные такие вот вещи, которые, ну, чувство того, что я уникальная в своем страдании. Там, вот, ну, короче, немножко другая тема. Так, смотрим, что у нас там в чате. Я, кстати, иногда... Вы подписываетесь, кто не... Ну, наверняка многие из вас подписаны на меня и в Фейсбуке. Я недавно вел в Фейсбуке эфир. Боже, какой там неудобное вот это вот... как это, интерфейс. Вот здесь я все сразу читаю, там все так было неудобно. Я так рад, что я опять в Ютубе. Вот. А так, если что, в Facebook подписывайтесь, я там тоже провожу эфиры. Так, видео стихи. Нарцы не признают, что они нарцы. Видео стихи, да, имя у вас такое. Да-да-да. Так, Дарина пишет, я нарцисс, всем привет. Привет, Дарина. Кстати, есть русскоязычных таких каналов я не видел, ну, каких-то таких вот, а вот и американских есть каналов, ну, 2 канала я видел, там человек с нарциссическим расстройством личности, там прям disorder, и вот он ведет канал, рассказывает, как он в себе это нашел, как ему живется, как он с этим борется. Ну, так вот, интересно. Это, конечно, на английском там немножко надо напрягать голову, чтобы это понимать, но, в принципе... Смотрю из Ниццы. Привет-привет. Значит, из Ниццы тут такое Маргарита Динуно. Красиво. Так, промоталась. Я смотрю, что вы мне пишете, чтобы не найти, не пропустить здесь что-нибудь. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, только похвалил этот Facebook, и в Ютубе то же самое. Слышно хорошо. А как называется нарцисс, который по шаблону поведения настоящий нарцисс, но не любит, когда его хвалят, гладят? Ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду. То есть... Смотрите, тут же как? Обычно, значит, что происходит? Люди смотрят видео про нарциссов на фоне какого-то там своего, ну, какого-то там затыка в отношениях. Видео про нарциссов обычно... Есть видео про нарциссов 2 категорий. Такие, как вот у меня, когда я пытаюсь к этому относиться как к такой неклинической патологии. То есть я постоянно говорю, что это... Я говорю, что в основном это не нарциссическом расстройстве личности, которого просто немного, но оно является клинической патологией, а о нарциссических чертах в рамках здоровой личности, что встречается гораздо чаще, но не является патологией, потому что, ну, у здоровой личности, то есть болезни здесь, нозологического расстройства здесь, ну, диагноза поставить нельзя, а расстройство есть. Ну, это как, знаете, как у человека могут быть панические атаки не в рамках тревожного расстройства, а в рамках просто изолированных панических атак. Вот. Ну, такой натяжка, сравнение с натяжкой, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, когда ты смотришь все эти видео, есть 2 категории видео, такие, как вот у меня еще есть некоторые там, кто там этот, Вакнин, там еще кто описывает это как, ну, как бы с такой научной точки зрения. Есть видео людей, которые как бы пережили отношения с человеком, которого они думают, что он нарцисс, и просто жалуются на него. Просто публично на него жалуются, говорят, ну, они не говорят, что конкретно про этого человека, они говорят, что, ну, есть такие какие-то люди в вакууме, называются нарциссы, и начинают рассказывать все про своего этого там, с кем там, в общем, ну, у тебя не получилось. Понятно, что если у тебя не получилось с каким-то человеком, даже если этот человек с нарциссическим расстройством личности действительно, то ты же будешь к нему относиться предвзято. Ну, в данном случае предвзято плохо. И эти видео, по сути, являются такой категорией хейт-контента, когда просто начинает какая-нибудь там женщина такая прямо с такими дрожащими губами и такими широко раскрытыми глазами, в которых стоят слезы, рассказывать, как она там горела в огне, а потом как там из этого огня там возродилась, там и бежала ронять тапки и прочее. Про эти тапки, которые надо обязательно ронять, когда ты бежишь, и обязательно нужно... Я была над ней растоптана, а потом горела. Она звучит, конечно, очень красиво. И это очень неплохо в формате групп поддержки. То есть вот есть такой формат, когда люди пережили отношения с, ну, скажем, женщины пережили эмоциональное насилие со стороны мужчин разных, с которыми они жили, но это эмоциональное насилие похожее,
И им для того, чтобы как-то вот это пережить, чтобы это все, ну, ассимилировать, отпустить, чтобы в этом не вариться, важно собираться в группы поддержки. Группы поддержки – это любые группы по типу вот там, ну, классика, с чего все начиналось, это анонимные алкоголики, а потом оно разошлось до вот разного рода там люди, у которых, скажем, есть вот группа поддержки, люди, у которых там дети с аутизмом, группа поддержки там у людей, которые там, которым выставили рассеянный склероз, заболевание, которое не лечится, но оно ну, как-то протекает, и нужно, ну, с этим, в общем, понимать, как это, что с тобой происходит. И, ну, разные бывают эти вот группы поддержки. Вот. Вот такие видео, они как формат такой группы поддержки, я там, бывает, когда смотрю, что там в комментариях пишут, там, конечно, столько хейта этого, но людям как-то становится легче. Если человек посмотрел, немножко, так сказать, выговорился и все. Но если люди начинают потом делать, знаете, служением своим вот эту вот вылавливать вокруг себя нарциссов, это же получается как раз-таки то, от чего нужно избавляться. То есть основная же идея в том, что после того, как ты находился в отношениях с нарциссом, тебе нужно выйти из этих отношений физически. Это как с зависимостью. Как борется с зависимостью? Ну, предположим, там, не знаю, алкоголь или наркотики. Тебе надо сначала перестать их принимать, но потом тебя будет все равно тянуть, тебе захочется повторить. И тебе нужно еще разобраться с психологической зависимостью. То есть ты сборешься с физической зависимостью, там, скажем, если это опиаты, там, ломка, вот эти вот все дела там. Переломала, потом вот наркомана выпустили, он там ходит себе по району, а делать чего не знает, у него как бы ну, плана на жизнь нет, а тут он встречает друзей, и он опять начинает, как это называется, срывается. Важен второй важный этап – это работа с психологической зависимостью. То же самое с нарциссом. Ты от него ушла физически, там, скажем, развелась, и потом ходишь и переживаешь, что только вот вокруг все нарциссы, потому что ты тому что-то не досказала, что-то ты в себе не прорешала. И поэтому в такой ситуации очень легко найти, во-первых, мужчину-нарцисса. Почему? Потому что ты и в отношения идешь не с позиции достижения. Например, я хочу радостных, счастливых отношений. Я хочу радостных, счастливых отношений, а радостные, счастливые отношения мне нужны, потому что рядом со мной должен быть мужчина. Я так сейчас представлю, что я женщина, и что я представляю себе, как женщины хотят, каких все хотят мужчин. Ну, предположим, чтобы он был богатый, красивый, сексуальный, да, здоровый, ну и серьезный. Ну и там еще 50 пунктов. Вот я себе это представляю, я хожу, и я в мужчинах пытаюсь это узнать. И тогда я иду в какие отношения? В радостные отношения, в счастливые. А если я вышла из отношений с нарциссом, смотрю целыми днями видео, там где вот эти вот нарциссы, его надо, знаете, название же видео есть. Как сделать нарциссу больно? Чтобы что? Если ты с ним в отношениях, тебе не на то надо уделять свое внимание, чтобы делать ему больно. Надо как-то себе делать не больно. Ну, то есть, в смысле, себя спасать там или как. А если ты уже вышла из отношений, так, ну, это как бы вот такая месть, которая предполагает, что я уже как бы я сейчас не буду разбирать то, что ты никогда не сможешь ему сделать больно, потому что ну, вот эта тема про поводу того, что можно там зеркалить психопата, зеркалить нарцисса, ты пока будешь зеркалить, ты будешь очень много усилий делать, чтобы себя, ну, вот изгибать в нетипичной для тебя, ну, вот эту схему поведенческую, ну, короче, изгибать себя под него, чтобы ему там что-то такое доказать, и в результате все равно пострадаешь. Так, что у нас тут? Заряжаю всех позитивом. Сейчас как оно должно работать. Да. Всем лайк. Да. Сейчас я вернусь к вопросу. Так вот, сейчас посмотрю чат, потому что, чтобы вы там не заскучали. Скрытый нарцисс не любит прямое внимание. Зачастую он, считаю, через нытье адаптировался его получать. Просто все наслышали о нарциссах и причисляют им прям божественные черты и умения. Они в то же время вообще не задумываются о своем поведении, все на автоматизме. Да, ну, конечно, это... Суть дела, вот эти вот видео в стиле хейт-контента и мести предполагают демонизацию людей, вообще нарциссов, а демонизация – это же как будто бы, ну, демон – это тень Бога. То есть это получается такая антиидеализация. В чем же разница, что ненависть – это слабая эмоция, а сильная эмоция – это гнев. Гнев – это эмоция, которая предполагает с помощью агрессии поставить, ну, восстановить справедливость. А ненависть – это такая эмоция, когда я должен с помощью какой-то вот
агрессии и страха заставить, все вернуться назад. То есть не... Короче, это немножко такая сложная штука, но, в общем, вы правильно говорите. Такие люди ведут себя, исходя из своих защит. Я же вначале говорил, что в детстве ребенок недополучил определенных базовых вещей, которые есть у вас. И вот надо помнить, что как бы там женщина, предположим, опять же, оговариваюсь, условная женщина, потому что мы разбираем классическую такую модель, не классическую, модель, где мужчина нарцисс, женщина жертва. Чтобы мне не говорили, что я какой-то сексист, и я считаю, что все мужчины нарциссы, а все женщины жертвы. Нет. Бывает и наоборот. Бывает, что пара нарцисс и жертва нарцисса — это вообще там люди одного пола, которые не мужчина и женщина друг другу, а там родственники или начальник, и там подчиненные, еще что-то. Мы берем такую ситуацию, потому что она чаще разбирается. Не классическая, а более распространенная. Вот. Так вот, демонизация нарцисса — это вещь нехорошая, потому что как только женщина понимает, что ей с этим мужчиной не по пути, то он для нее должен, значимость идеи этого человека должна сдуваться, как в принципе у любого человека. Если есть кто-то, с кем я понимаю, что он мне не интересен, его значимость и ценность должны снижаться до уровня, то есть этот человек должен для меня в результате стать таким же, как все остальные. Единственное, что, конечно, у нас был опыт с ним общения, как, скажем, какой-то, знаете, вот человек, мой какой-то там одноклассник из параллели, с которого я там никогда с ним не общался в школе, но я помню его, вот такого уровня должна быть о нем память. Вот. Так, Евгений, здравствуйте. Есть ли различия женского и мужского нарциссизма? Интересный вопрос. Тут смотрите, вот какая штука. Есть высокоинтенсивные нарциссы, высокофункциональные нарциссы и низкофункциональные нарциссы. Разница в том, когда произошла вот эта нарциссическая травма. Она произошла до эдипального периода. Эдипальный период – это 3-6 лет или после. В чем разница? С 3 до 6 лет, скажем так, до 6 лет для ребенка родители – это он папу и маму не особо, он может их отличить, что это папа, это мама. Но ему что папа, что мама – это одно и то же. Это его родитель. Некоторые психоаналитики считают, что, в принципе, в этом возрасте ребенок отца не выделяет в том плане, что это для него две мамы, или что это для него это вначале ребенок воспринимает маму, когда он кормится, когда она его обнимает, а остальные там его братья, сестры, там, не знаю, другие родственники, какие близкие люди могут быть, врачи, он их видит как смутно. То есть это какие-то такие смутные образы, которые не важны. Ему важно зафиксироваться на матери, потому что это же для него важно в плане выживания. После 6 лет у ребенка в ходе переживания этих эдипальных, эдипового комплекса, формирования, фаллическая стадия, ребенок понимает, что мама – это женщина, папа – это мужчина. И если, скажем, это мальчик, у мальчика происходит табуирование инцестозного влечения к матери, то есть он понимает, что я не могу на маме жениться, когда вырасту, потому что мама папина, а мне нужно будет искать себе женщину, вот как мама, только не маму, другую. И в этом плане происходит такой этап какого-то взросления ребенка определенный, что я понимаю, что я здесь не останусь навсегда, когда-нибудь меня, папа с мамой, они уже вместе, а мне надо будет куда-то там двигаться. У девочки наоборот, что она понимает, что я за папу замуж не выйду, потому что папа мамин. А я должна быть как мама, а искать себе такого, как папа. Условно. Это очень условно. Так вот, если травма была до вот этого понимания ребенком, то получается низкофункциональный нарцисс, то есть человек, которому, в принципе, не важно, женщина или мужчина, будет давать ему нарциссический ресурс. То есть аналог во взрослом возрасте того, что в детстве было этой любовью, вниманием и значимостью. Если нарциссическая травма происходит, скажем, после 6 лет, это примерно возраст, когда ребенок в школу идет, то есть пока он, предположим, был дошкольник, его в садик не отдавали, он сидел дома, и дома вокруг него все бегали, крутились, он был, такой ребенок без недостатка опеки и внимания.
запулили его в школу, а школа какая-нибудь там, знаете, как сейчас модно, какой-нибудь по типу такого Хогвартса, там, знаете, где строгое все в костюмчиках, там мальчики отдельно, девочки отдельно, ребенок в депривации, фрустрации, ему мало внимания. И в этот момент он уже понимает, что папа – это вот мы мужчины, мама – это вот они женщины, мне туда надо будет, ну туда в смысле, внимание туда обращать, то, конечно, ему будет, он будет больше искать признание мужского, а любви женской, вот так вот. А у женщины, соответственно, наоборот. Это вот отвечая на вопрос, чем отличается мужской и женский нарциссизм. Ну, одна из вот таких вот вещей. То есть то, что если до там 6 лет, то как бы любые люди, если после 6 лет это происходит нарциссическая травма, то и да, высокофункциональный нарциссизм, он, как правило, меньше, ближе туда, к здоровью. То есть это когда человек, знаете, вот он с тобой наедине, например, с женщиной наедине, он себя так ведет, а везде, вот на работе, еще где-то, он не просто там скрывает как-то себя, он там ведет себя нормально. Есть такие люди, которые, то есть у человека вот это вот его изъян, он проявляется только в близких отношениях, там, где просто его невозможно не замечать. А везде в других местах он не то, что его нужно скрывать, он там просто его нет, он не проявляется. Потому что не секрет, что многие нарциссы часто же вообще не бывают без отношений, без близких отношений. Но при этом это человек, который там какой-то профессор кафедры, то есть в смысле профессор, что он с признанием. То есть он не дурака валяет, что типа считайте меня, что он профессор. Он действительно признанный профессор. Там, или какой-нибудь там он зарабатывает много, или еще что-нибудь там, понимаете. Вот. Еще тема интересная, я сейчас пару слов буквально, что вообще-то у женщин с той же частотой, с коей у мужчин бывает нарциссическое расстройство личности, бывает истерическое расстройство личности. Вообще истерия – это вот женский нарциссизм. Вот, поэтому при этом истерия и нарциссизм бывают, собственно, и у женщин, и мужчин. Просто вот чаще у женщин истерия, у мужчин чаще нарциссическое расстройство личности. Поэтому вот еще, может быть, здесь вот так немножко распределяется. Так, хороший вопрос был. У моей знакомой скрытый нарц знакомого... Так, у моей знакомой скрытый нарц знакомая очень любит внимание. Они могут скрывать это все. Пишите, пожалуйста, вот ваши комментарии. Я понимаю, там есть ограничения по знакам. Пишите комментарии. Так, представьте так, что вот я их читаю, и чтобы я мог ответить на ваш вопрос, чтобы там было какое-то начало, середина и конец. И пишите комментарии без учета к тому, что я говорю. Потому что я сам, бывает там, когда вот другие чаты какие-то смотрю, человек что-то сказал, я ему такой, да, конечно. А потом понимаю, что же, да, конечно. Пока он прочтет мой комментарий, пройдет какое-то время, и он будет не понимать, к чему я это написал. Поэтому пишите как закрытые вопросы. Закрытые в смысле, что не в продолжение там каких-то вот моих слов, а чтобы я мог понимать через время. Так, привет, мне понравилась история про мастера, давайте продолжать рубрику. Ох, спасибо, надо подумать, такие истории, эту историю я просто знал, я не то, что где-то там вычитал ее, потому что я так, наверное, его не рассказал. Но я подумаю, вспоминаю, какие еще знаю истории. Да, кто не знает, смотрите, у меня есть история о мастере, история про мастера, видео. Нарцисс – это ребенок, недополучивший любви в детстве, он ее ищет всю жизнь, а вы его зверем считаете, он просто выживал. Да, это Джудюан 777 повторяет то, что я сказал. Джуджен. Светлана Александровна. Недолюбленный в детстве ребенок, слишком зачерствевший в юности, много на себя берущий во взрослой жизни. Это нарцисс? Нет, это вот такое, слишком недолюбленный в детстве ребенок, слишком зачерствевший в юности, много берущий на себя во взрослой жизни. Нет, это упрощенное очень понимание, тем более, что недолюбленный, знаете, вот как в социально таких семьях, где... Вот когда вот я работал там, и в психбольнице, там, и по скорой еще, как вот ты приезжаешь, и, скажем, там вот встречают родственники больного, больной, скажем, это их ребенок, скажем, взрослый сын или дочь. И они говорят, слушайте, он так хорошо учился. Он этот круглый медалист, вот эти вот золотая медаль, красный диплом.
все дела, такой вот хороший. Мы столько его там, мы его отправляли куда там в столицу или за границу учиться. А он, скажем, там, ну, там проблема с зависимостью какие-то серьезные, или там ну, еще что-то такое. Вот. Эти вещи, ну, то есть человек был влюбленный и даже залюбленный, но вот стал вот таким вот. То есть, ну, как бы у него вот это как-то проявилось. А вопрос-то в том, что часто бывает так, что родители дают любовь так, как они видят это со своей стороны. Ну, например, мы хотели, чтобы он человеком вырос, а этот вот ребенок получает это не так, как он хотел бы. В фильме есть сериал про королеву Англии, «Корона» называется, и там вот про принца Чарльза очень хорошая эта линия. Там, где он был таким, ну, я не знаю, как это правильно сказать. В общем, ему бы это вообще все королевское дело бы вообще было бы не нужно, но он был как бы старшим, и ему нужно было царствовать. И до него были очень большие требования от семьи, от вообще от всего общества. От него много чего требовали. И он, соответственно, очень там сложно ему было с этим скомпенсироваться. Поэтому бывает так, что тебя это как бы любят, а тебе-то не этого надо. Так. Я работал над собой, но все равно опять скрытые Я пытаюсь найти сообщение, которое имеет начало и середину, и конец. А еще желательно, чтобы вопрос был. Большинство нарциссов каждый раз верят, что влюбились по-настоящему, но не готовы до конца раскрыться. Очень интересная тема. Никогда в жизни не могла подумать, что придется интересоваться этим. Просто нонсенс. Ну, так может этим и не интересоваться, с одной стороны. С другой стороны, есть много других тем, которыми нужно интересоваться. Это вот Лана написала. Дело в том, что этой темой обычно интересуются, когда попали в отношения, где нашли элементы нарциссизма. А если вы вот немножко, так знаете, как бы прищуритесь, чтобы грани размылись, вы поймете, что то, о чем мы говорим, вот когда рассматриваем нарциссические черты личности, можно в целом описать как такая частичная незрелость эмоциональной личности. Вот еще какая идея по поводу различия мужского и женского. У мужчин эмоциональность развита хуже, чем у женщин, и начинает она развиваться позже, в подростковом возрасте. То есть у девочек эмоциональность начинает развиваться где-то вот к, ну, там, условно говоря, с 10-11 лет, а у мальчиков так вот туда за 13-14. И вроде бы это не, во-первых, 11, 12, 10, 11, 13, 14. Во-вторых, все же дети разные, а потом в коллективе дети могут быть не строго все одного года рождения. Ну, обычно так, конечно, в классах. Но и вроде бы какая разница, но разница имеет, большая разница имеет, есть, вернее. И мальчики постоянно догоняют девочек. Плюс тут еще есть вот эта вещь, связанная с тем, что женская эмоциональность, там есть еще нейрофизиологическая подоплека, связанная с тем, что у женщин более развиты межполушарные связи, ну и там все остальное, есть еще отличия, они такие менее, ну, в меньшей степени отличаются есть разница между мужчинами и женщинами. А вот эти вот межполушарные связи – это такая достаточно значимая вещь. И получается, что женщины, как правило, более эмоционально-социальные. То есть вот есть такое даже замечание, что когда мужчина и женщина заходят в комнату, где есть люди, или, скажем, там отдельно мужчина, отдельно женщина, неважно. Мужчина первым делом, он смотрит, кто здесь самый сильный самец, ну или кто здесь представляет наибольшую угрозу, и он смотрит, где есть окна или двери, откуда можно выйти. Или откуда можно выйти, или откуда могут зайти еще. Не оттуда, откуда он зашел. Кто-то появиться может. А женщина, когда заходит в комнату, она первым делом определяет, кто здесь с кем, у кого какие отношения. Это Санта-Барбара. То есть женщины лучше понимают эти вот все вещи, то есть женщины лучше прочитывают невербальный язык тела, касающийся тем отношений и взаимодействия. Мужчины лучше читают язык тела, связанный с доминированием, конфронтацией, такими вот вещами. Вот. И плюс, поскольку мужчины более однополушарные, ну, в смысле, не в смысле, что у мужчин только одно полушарие работает, в смысле, что в один момент времени формируется один сверхмассивный очаг возбуждения в коре головного мозга. То есть мужчина, что ли, по сравнению с женщиной, более всепоглощенно увлечен одним каким-то процессом. В то время как женщина не поглощена, женщина может чувствовать, вернее, у нее несколько очагов возбуждения, которые связаны между собой, и женщина может одновременно
делать несколько вещей, контролировать несколько вещей, обращать внимание на несколько вещей. Но не так, не с таким, скажем, не с таким затратом ресурсов для каждой из этих вещей. Ну, понятно, то есть так оно сбалансировано в природе. Вот. Собственно, вот, как я в эту тему забрался вообще? Вот я даю, блин. Извините. Я просто как начинаю вот эти вот вещи, вы же вопросы общие задаете. Ну, естественно, тут у нас тема такая же, не консультация, тема, вы задаете общий вопрос, я начинаю на него в общем отвечать и как бы начинаю, знаете, как с этими, как с «Тысяча и одна ночь» в сказках, там, когда это рассказывала про там мудрец шел, а потом мудрец пришел там к какому-то человеку и начал ему рассказывать сказку, а потом в этой сказке там еще рассказывать одну сказку. Ну, короче, у меня, извините, иногда я теряю канву, но зато тут как бы у нас чистый джаз с вами. Я отвечаю на ваши вопросы без подготовки. Да, я рассказывал по поводу того, что у женщин эмоциональность раньше развивается, чем у мужчин, и поэтому мужчины всю жизнь потом женщин как бы вот в этой эмоциональности догоняют. И вот Карл Юнг говорил о том, что поскольку мужчины любят находиться на аналитическом поле, любят вот это вот, знаете, рационально себе все объяснять, чтобы как-то к эмоциям так, ну, не очень так подступаться, а при этом как бы, ну что ли, сложность такой мужской позиции заключается в том, что радость и счастье у нас находятся на эмоциональном поле, то есть как бы на женской территории, понимаете? Я вот в своих видео, там, где я рассказываю по поводу там, ну, что мужчины ценят в женщинах. Мужчины ценят в женщинах даже такие, знаете, вот альфачи, такие очень брутальные, где у которых очень много власти, контроля, такого доминирования и ну, как бы напряжения. Они очень ценят женщин, с которыми они могут по-детски радоваться, ну, освобождать свою субличность ребенка внутреннего. Потому что ребенок, он эмоционален и нелогичен, поскольку у детей нету таких вот стопоров. Ребенок, вот он видит конфету, он идет к конфете. Он идет к конфете, он получает конфету и радуется. Если ему конфету забрали, он тут же грустит. Причем он не удерживает это мстительно. У него горе, если у него забрали конфету. И, ну, быстро забывает, конечно, переключается. Вот каждый раз, вот, когда мы с вами счастливы, всегда вспомните все ситуации. Мы так или иначе уходим туда, в детство, внутреннего ребенка. Делу время, потехи час. Серьезные люди с высшими образованиями, с кучами обязательств перед там, своими подчиненными еще кем-то работают, чтобы потом поехать куда-нибудь там, условно говоря, в горы и там голенькими прыгать в пруд. То есть поведение же несерьезное, детское и связанное с радостью. Вот. Так вот, ну, как бы есть такая идея, что у женщин вот туда путь к этому ребенку, ну, вроде бы чуть более легкий, чем у мужчин, и вроде как мужчины, в частности, женщин за это еще ценят. Вот. А вот в отношениях с нарциссом, нарцисс, он до этого не доходит. Он застрял на своей этой нарциссической травме, ему нужно понимать, он не может, как бы, знаете, позволять себе, будучи взрослым таким собранным человеком, уходить в такой временный регресс, потому что он постоянно находится в регрессе. Для него счастье – это просто быть, что меня замечают, меня видят. Для такого человека. Так, я сама как бывший нарцисс и манипулятор почти, извините, Кирилл, я сам как бывший нарцисс и манипулятор почти все подтверждаю, что вы говорите. Сейчас сейчас сам сторонюсь такой типаж людей, а их увидеть некоторым тяжело. Спасибо, что поделились. Так, на нарциссах надо ставить плюсик зеленый. Интересно. Так, тут есть какой-то Джуджин 777, который написал, что он нарцисс, но, судя по поведению, очень сильно любит внимание и хочет привлечь себе внимание, что не совсем по-нарциссически. Так, как скрытый нарцисс отличается от созависимости тогда? Или одно другому не мешает? Хороший вопрос. Смотрите, созависимый человек – это человек, который находится рядом с зависимым человеком. То есть Петя зависит от алкоголя. Петя для того, чтобы чувствовать себя
снять внутреннее напряжение, связанное, как правило, со стыдом, с тревогой, с какими-то вот такими вот базовыми вещами, ему нужно выпить алкоголь. Рядом с Петей появилась Маша, пускай будет. Ну, не знаю. Маша зависима от Пети, потому что пока она рядом с ним, пока она его спасает, пока она его эти там рыгаки какие-то убирает, пока она его там постоянно там, ну не пей, там выливает его какие-то, ловит бутылки и выливает их, она находится в своей роли спасателя. Это для нее копинг-стратегия справления с ее тревогой, стыдом и какими-то другими вещами, которые у нее есть, ну откуда-то, у разных людей есть есть эти проблемы, связанные с тем, что с ней происходило там, ну, ранее. Не будем сейчас придумать, потому что это что угодно может быть. Вот. Для нее она чувствует себя, что я не такая вот проваленная, как я чувствую себя без, как его звали, Петя, я уже забыл, раздал, видимо, имена, уже и забыл. Когда я одна без него, то мне плохо. А когда я его типа спасаю, этого алкоголика, когда я нахожусь рядом с ним, когда я его удерживаю, я чувствую себя, во-первых, что я контролирую что-то, я контролирую чужую беду, не замечая свою. Плюс еще вторичные там всякие вещи, такие как, я подруга могу сказать, они говорят, что ж ты с этим алкоголиком сидишь-то, пойди себе найди нормального. Но он без меня ж пропадет, куда ж. Я ж такая, знаете, вот эти вот, каждый раз, когда человек начинает громко и заполошно, пафосно говорить, что без меня же пропадут там котятки, не знаю, ежатки, какие-то алкоголики, там, нарциссы, там, кто угодно. Вот это когда я начинаю спасать других людей ради как будто бы самаритянских каких-то мотивов, это всегда вот есть профессия спасателей, и там вот очень четко расписано, что ты должен получать за то, что ты спасаешь. Потому что если ты спасаешь так для себя, то это есть вот созависимость. Ты спасаешь, нужно что-то получать. Это либо должна быть профессия, там, где все структурировано, есть четкая грани ответственности, грани того, что ты должен делать, там, права, обязанности. Ну, соответственно, если это профессия, то ты должен за нее получать деньги. Потому что деньги позволяют тебе делать это за что-то понятное, а не для себя, так сказать. Потому что иначе это получается, хобби. Вот. Если... У меня, кстати, видео есть, я очень хорошо там это все рассказываю. Даже мне понравилось. Не все видео прям так сильно нравятся, но там я эту тему словил. Если этот Петя идет на там 12 шагов, еще куда-то перестает пить, и он находится в отношениях с вот этой вот, как это назвали, Маша, то получается, что она из созависимой превращается в зависимую, потому что он больше не зависим. Понимаешь? Она зависит от него, ей нужно, чтобы он был, ей нужно его спасать. И она начинает его, не желая, не желая того сама, спихивать в алкоголизм. Она начинает его провоцировать, она начинает ему, видеть, что он какой-то такой в смурном настроении, она начинает вспоминать: ты помнишь, сколько ты пил? Ты вот это пропил, все наши там, мой комод весь этот пропил. А помнишь, ты когда там телевизор разбил? Она начинает его специально ей хочется, если он сейчас опять начнет пить, то я буду знать, как быть созависимой. А как быть просто зависимой, я не знаю, мне тяжело. Плюс, если я созависимая, я спасаю. И кто у нас мразь в паре? Алкоголик, конечно же. Потому что я-то, естественно, он же пьяный, зарыганный ходит. Не я ж. А если я нахожусь с ним в отношениях, а он уже ходит там, на пробежечку себе ходит, уже не пьет, друзей начал заводить, тогда кто у нас не окей? Не окей, тогда у нас я. А я не хочу быть не окей. Поэтому и вот бывает, что когда зависимый человек, когда перестает быть зависимым, становится свободным, ему нужно лишаться отношений с созависимым. Либо им обоим нужно как-то так работать, чтобы созависимый переставал быть... Созависимый, который становится зависимым, переставал быть зависимым. Я не сильно сложно нагрузил. Просто вопрос хороший, я уцепился и начал отвечать на него. И у меня есть тема зависимость, созависимость, как-то там она так называется, и контрзависимость, или... Да, я бы сейчас полез буду искать бы это видео, но нет, сами найдите. Я прямо, я не шила с 6 руками, потому что я не смогу сейчас найти. Но вопрос хороший, да. У скрытого нарцисса, в отличие от всего этого, у него там нет этой темы с созависимостью. Там его просто спасает спасательница, которой важно спасать. Недавно видео было, я там предводил такой хороший пример. Старшая дочь. Мы берем
ту умозрительную ситуацию, когда нарцисс таки мужчина, а женщина жертва нарцисса. Хотя может быть по-другому, тогда это будет жертвой будет бывший старший брат. Ну, неважно. Мы берем ситуацию такую стандартную. Женщина, которая станет в отношениях с нарциссом жертвой нарцисса, она, будучи маленькой девочкой, первенец. Она первая девочка. Первую девочку все любят. Ну, во-первых, первого ребенка родители любят, уделяют ему внимание, потом родителей двое, ребенок один. Ему уделяют много внимания, 200% считай, ну, от каждого родителя. И там плюс, если девочка еще, она же девочка, вот девочкам нужно больше тактильного, девочкам нужно, я не помню, или в 4, или в 9 раз больше объятий, мне как-то на сексологии нам рассказывали. И они, соответственно, ну, провоцируют это объятие. То есть мальчики, они так, надо, чтобы не трогайте меня, я хочу мотоцикл себе. Ну, то есть у мальчиков всегда тема раньше вот это, я хочу физически отойти от родителей и бегать где-то там недалеко. А девочки, они хотят быть с родителями, ну, более как бы социально-семейные, что ли, вот, или это судьба путешественника и пилигрима, это такая как бы более мужская, такая мальчуковая история. Ну, короче, девочка вырастает, и родители заводят второго сиблинга. Сиблинг – это брат или сестра. Ну, предположим, пускай это будет там братик. Еще, знаете, есть эта поговорка такая, ой, старшую, надо первую родить дочечку, она будет нянька для младших, там, а мы типа будем, ну, как бы, мы уже народительствовались первая, пусть дальше она дальше поводит их там в школу и так далее. И вот эта старшая девочка, старший сиблинг, ну, старшая сестра, она начинает водить детей в школу, присматривать за ними на прогулочной этой вот площадке. То есть она начинает выполнять несвойственные ей родительские функции, тем самым лишается детства, спасибо родителям, и еще и там на младших сиблингов тоже получается. Младшие братья и сестры лишаются родительского тепла, потому что не может старшая сестра, какая бы она была прекрасная, дать то, что должны дать родители. То есть комплекс неполноценности, который бывает у всех младших сиблингов, он здесь усугубляется, потому что вот она-то с двумя родителями в песочницу первый раз пришла, а я первый раз пришла, которая, ну, из моего же тиража, с сестрой, пускай и старшей, но это не родители. А родители меня уже, типа, своего заместителя прислали. Ну, короче, в общем, в такой ситуации эта старшая девочка, которая лишена детства, она лишена возможности простраивать горизонтальный контакт со своими сверстниками. Когда нужно там, знаете, договариваться, кто у кого спишет, договариваться, кто кому там, ну там, не знаю, если в детском в таком возрасте, там, кто кому пипирку покажет, а ты мне что за то, что ты пипирку покажешь, я тебе там лопатку, ну или как там дети. То есть какие-то вот эти вот коллаборация, конкуренция и взаимодействие, подраться там с кем-то, я не знаю, кому-то там замутузить. Ну, все эти вещи она этим не занимается, потому что она занимается, ну, присматривается с младшим братиком или сестричкой. Она, когда все сидят на площадке, все побежали смотреть, как там кошку переехала, а она сидит, и ты никуда не иди. Она занимается тем, что, ну, она, во-первых, она копирует, как родители себя ведут. То есть она не ведет себя как ребенок. В результате она, какой у нее формируется стиль привязанности? Она же любит свою младшую сестричку, младшего братика. Привязанность как спасателя-опекателя, понимаете? И будучи взрослой женщиной, такая женщина кого будет себе искать? Скрытого нарцисса. Ну, или алкоголика. Или какого-нибудь, или, предположим, она будет в отношениях, у нее не будет отношений, она будет какая-то старая дева, да, как раньше говорили, но она будет, например, матерью Терезой. Ну, хотя про мать Терезу там такое рассказывают, что плохой пример. Ну, она будет, например, какой-нибудь, я не знаю, там у нее клиника будет своя, или там еще что-нибудь. То есть, понимаете, вот с скрытым нарциссом не так все просто. Так, смотрим дальше, а то я сейчас тут... Хороший вопрос. Это божечки, что же оно так прокручивается? Вот вы спросили, про чем отличается скрытый нарциссизм от созависимости. Хороший вопрос. Так, сейчас я прокручу вперед, чтобы не пропускать. Или много плюсов. Я по плюсам. Так, ладно. Евгений, возможно ли отличить самостоятельно патологическое расстройство личности от просто нарциссических черт личности? Каковы признаки? Лечится ли нарциссическое расстройство? Спасибо. Смотрите, расстройство личности по определению, ну, лечится
но не вылечивается. Но это если говорить о том, ну вот тут же понятие, как в 9 классификации болезней были психопатии. Вот психопатия по определению, которую еще Ганушкин давал, она, психопатия, характеризуется тотальностью, стабильностью, то есть это такая а, как бы расстройство конституции, то есть это строение личности такое, вот оно стабильно и устойчиво, и его нельзя как-то там, ну, можно как-то редактировать, стараться что-то его подкурировать, но вылечить его нельзя, потому что это не болезнь. Это особенность структуры, то есть типа, ну, такой человек. В 10-й классификации были расстройства личности, вот в том числе, ну, кстати, нарциссическое расстройство личности в большей степени лучше описано в ДСМ, то есть вообще в американской классификации. Там у них взгляд такой, ну, немножко другой, потому что вообще в американской классификации там не одна ось, как в международной классификации, а 5 осей. То есть там что значит ось? 5 осей означает, что оценивается не только, какой сейчас у человека есть болезнь, но и какая у него личность, у которой эта болезнь, какое социальная его адаптация. И, ну, то есть там очень более широко человек рассматривается. Вообще эта классификация американская, она более сложная, и, как правило, кроме американской системы здравоохранения никто ее не тянет, поэтому, ну, в частности, у нас диссертации пишут по американской системе, а лечат и, ну, какие-то клинические вещи делают по международной, потому что, ну, международная, она всем, ну, как бы рекомендована Всемирной организацией здравоохранения, потому что даже Всемирная организация здравоохранения понимает, что если как американцы, это сильно умно. Это очень хорошо для человека, но это плохо для системы здравоохранения, потому что, ну, не напасешься тогда. Очень дорого получается. Ну да. Насчет, можно ли самостоятельно вот это вот расстройство личности от черт отличить? Понимаете, правильный ответ на ваш вопрос – это вопрос, зачем вам это нужно делать. Как правило, люди стараются заниматься таким типа самолечением и понять, вот я нахожусь в отношениях с человеком, который так-то себя ведет по отношению ко мне плохо, но вместо того, чтобы делать что-то с тем, что плохо мне, я стараюсь изучить, что же с ним такое. То есть, ну, если вы изучите, что с ним такое, ну тогда дальше что? А что вы будете дальше делать? Да я вам скажу, что вы будете дальше делать, потому что с этим часто сталкиваюсь. Пишут мне: здравствуйте, Евгений, мой муж нарцисс. Я такой, ну ладно, предположим, с ваших слов, окей, ну дальше. Вы бы могли бы с ним поработать. Он не против. Сразу нет. Потому что если человек как бы не против и пишет не он, а вы, то значит оно надо вам. Это ваша проблема, а не его. Понимаете? А раз это не его проблема, ну, то есть если это для человека это не проблема, зачем он будет по этому поводу работать? Это же, если бы, предположим, мы говорили здесь о том, что вы там приводите человека на капельнице. Капельницам по барабану, хочет человек или нет, как он, типа, и верю ли я там, условно говоря, там в какой-нибудь там сибазон или не верю, он подействует на тебя. А психотерапия же так не работает. Там совершенно по-другому. Поэтому вопрос разбирательства в том, как бы в сортах нарциссизма в другом человеке, это вопрос избегания от помощи себе. То есть пока я занимаюсь... Кто-то лайк показал. Как оно работает вообще, не могу понять. Это какая-то штука сейчас, новое обновление, когда показываешь какие-то знаки, оно вот делает такие штучки. Ну, прикольно. Вот, поэтому вы слишком не усугубляйтесь в изучении чужих патологий, потому что вы к человеку предвзяты, если это ваш близкий человек. Вы ему никогда в жизни точно правильно не поставите диагноз. Потому что поставить диагноз, чтобы разобраться, это же не то, что в Википедии почитать 5 критериев нарциссизма и слечить их. Во-первых, ну, короче, это путь многочисленных ошибок. Потому что и в лучшем случае вы не достигнете успеха, а в худшем случае вы потратите время и еще и... Так. Нет, я беру в Facebook, пишут, что я беру вопросы в чате, не вижу таких. Дело в том, что я, наверное, еще слишком высоко в чате, потому что я долго отвечаю. Вот. Тут я в Ютубе беру в чате вопросы. Вот. Я просто, короче, наверное, буду как-то быстрее.
Так, да, мне, слава богу, не попадались, но это не мне. Большое спасибо за так. Хорошее, не закрывайтесь, они по... Я просто, вы еще друг другу там общаетесь, я не могу понять, где вопросы мне, где вы друг другу пишете, как бы, ну, как это, ремарки друг другу. Большинство мужчин любят эмоционально легких девушек. Неправда. Вы можете говорить только про свой опыт, что большинство... В, в моем опыте большинство мужчин любят эмоционально легких девушек, так вы можете сказать. Так. Я пытаюсь... Вы тут сами друг с другом разговариваете, я пытаюсь найти... А я на распрямлюсь мягко. Хорошего вечера всем. Хорошего вечера вам, Евгений. Спасибо, что вы всю эту чушь объясняете всем настолько досконально и понятно. Надоели все они. Так. Почему нас не называют по именам? Мой бывший нарцисс никогда не дарил мне подарков даже на день рождения. Можно страдать со зависимостью от нарцисса, но при этом у него нет зависимости. Я что-то не могу понять, что это за... Так, Евгений, как бросить нарцисса, если вдруг стало все очевидно, быстро и безболезненно? Смотрите, вы находитесь, если в отношениях с человеком, вам нужно понимать, что в любые отношения с человеком это договоренность двух людей. Ну, то есть вы и он решили, что вы будете вместе. Если вы понимаете, что если вы говорите, вам стало очевидно, что он нарцисс, я так предполагаю, что вам стало, значит, понятно, что вам дальше не по пути. Значит, вы как бы отзываете свое ранее высказанное согласие быть в отношениях. Значит, вы как бы, эти отношения уже, они, мягко говоря, проблемные. Вот мы вместе, но я не хочу. Возникает тогда вопрос у меня, а что ж тогда вас держит? Смотрите, мы с другом, предположим, договорились, что мы пойдем пить кофе вечером в кофейню и встретимся с ним, где-нибудь там, сейчас уже в кофейне где-нибудь, короче. Вот. И тут я ему звоню, говорю, привет, я не приду. Он говорит, хорошо. И тогда я сегодня один буду пить с тобой кофе в кофейне, без меня. Нелогично. То есть, получается, вас с ним что-то держит. Либо, может быть, быт, привычка. Бывает, там, финансы держат. Бывает, тебе сложно вообще как-то объяснить человеку, что я с тобой больше не буду, потому что бывает так, что стали встречаться, и, есть когда мужчина женщине, предположим, или женщина мужчине говорит, слушай, давай будем с тобой встречаться. Да, все, теперь у нас, значит, все как бы так серьезно. Мы с тобой не просто знакомые встречаемся. Но бывает же, что такого не происходит. Просто были знакомые, привет, вот тебе мой Инстаграм, вот тебе мой телефон, там, вот привет, все, мы уже бац, у нас там секс, уже мы там типа живем где-то вместе, у нас уже полгода за плечами. Когда мы с тобой договаривались, что мы встречаемся, не было такого. А как же нам с тобой договориться, что мы не будем встречаться? Вот здесь может быть такой вопрос. Все надо подумать, как это вообще сделать. Так, разве бывают бывшие нарциссы? Был и перестал. Так, смотрите, насчет того, что бывших нарциссов не бывает, вообще вот эта тема про бывших там алкоголиков не бывает, бывших там кого угодно не бывает. По книгам не бывает только бывших психопатов. Но это устаревшее слово, устаревший диагноз. Изменения происходят с людьми постоянно, изменения возможны, но нужно понимать, что невозможны изменения революционные. Это редко, когда такое происходит, как вот там инсайты и катарсисы, которые описывал Фрейд в самом начале своего пути, которые он там потом по-другому к этому отнесся, что это было. То есть, или, например, может быть наоборот, человек может резко измениться, если резко попал в какую-то передрягу очень серьезную. Там, например, человек пережил какое-то изнасилование, там, плен, или там, скажем, человек, ребенок в какой-то момент, какая-то была богатая семья, и тут авиакатастрофа, умерли все его родители еще, и у него резкое там деклассирование и депривация от родителей. Тут, да, это может резко измениться человек. Как правило, в других ситуациях люди резко не меняются. Что касается нарциссов, нарциссы могут меняться, и более того, если мы говорим о нарциссическом даже расстройстве личности, а уж не говоря о людях с нарциссическими чертами личности, то считается, что эта категория клиентов,
она все так же сложна, как и все люди с личностными расстройствами в начале терапии, но имеет наилучший прогноз ну, по ходу терапии, если терапия становится эффективной. То есть, грубо говоря, вначале человек сталкивается со всеми такими стандартными для личностных расстройств сопротивлениями, но если он, так сказать, понимает, куда мы идем, если он находит, если вот формируется этот клиент-терапевтический альянс и ну, нарцисс начинает работать вместе с терапевтом, вот они вместе начинают работать в одну сторону. Почему очень важно, когда люди говорят про себя, что они нарциссы, ну, не, конечно, не когда вот как там с Джуджин там или когда я нарцисс, и типа это позволяет мне вести себя как, ну, как забияка и обезьяна. Что такое? Я нарцисс, теперь я буду писать все, что захочу, потому что типа то, что я написал себе, что я нарцисс, позволяет мне вести себя как, ну, типа деклассированно. Нет, когда люди с ответственностью понимают, что у них есть какие-то там проблемы, то это позволяет им, ну, больше, ну, если ты не говоришь, что я нарцисс, то значит это оправдывает мое такое скотское поведение к людям. А я нарцисс, и я, значит, понимаю, что я склонен к тому, чтобы вести себя таким образом, как людям не нравится, мне нужно на это обращать внимание, фокус внимания на этом быть. Посмотрите, поищите. Я, к сожалению, только помню, что это афроамериканец с дредами, но вот какой-то есть американский нарцисс, который ведет свой канал, и вот он там рассказывает, как он, собственно, его прогресс. Вот. И поскольку нарциссы склонны к сверхдостижениям и сверхуспехам, если он входит в терапию, и терапия становится эффективной, то эффект этой терапии такой, ну, очень хороший. Я помню, когда-то я на одной лекции это услышал от психотерапевта, я так думаю, ничего себе, ты поди знай. То есть настолько вот оно противоречиво. На входе все может быть так плохо, а на выходе так все хорошо. Поэтому вот это, когда пишут, что нарциссов бывших не бывают, это пишут, я же рассказывал в начале эфира, женщина, которая пережила разрыв с таким человеком, не ассимилировала этот опыт, не отпустила. Она ходит с этим, как бы, у нее как это, типа афганский синдром, грубо говоря, пережитый. Она ходит с нарциссом, он у нее за спиной, вот, ходит за ней, как зомби, ну, призрак этого нарцисса. Ей все кругом нарциссы, всех убить, всех расстрелять, все нарциссов бывших не бывает, и вот это вот ее хейт-контент это в Ютубе. Даже если бы нарциссов высших не бывало, если бы это была правда, то зачем так говорить? То есть ты там один раз была, тебе туда больше не надо. Это вообще не должно тебя интересовать. В мире столько всего интересного и важного. Ну, если это человек, с которым ты осознаешь, что это человек с нарциссическими чертами личности, который тебя разрушает, или с нарциссическим расстройством личности, и, скажем, это отец твоих детей, и ты не можешь никуда с ним там, а ты еще и живешь с ним в одном каком-то здании. Это один вопрос. Но мы же чаще всего не говорим не об этом, а о том, что о таком, знаете, посттравматическом каком-то вот, ну, не посттравматический, это просто как Рэмбо, который вернулся с Вьетнама и ходил перешуганный, потому что ему везде эти вьетнамцы мерещились, там, перестрелялись от городов. Чего? Потому что он не отпустил это. Ну, травматические отношения с нарциссом – это не самые большие, ну, это те вещи, которые не стоит с собой таскать. Да. Хорошая что? Рисулечка, потому что до такой степени человек тебя не уважает. Так, хорошая вам... ну понятно, вы друг другу пишете. Когда два нарцисса отказываются вынужденно вместе надолго, как они распределяются по ролям? Спасибо. Ну, наверное, они распределяются по ролям, исходя из того, что один из них высокофункциональный, другой низкофункциональный. Может быть, они могут распределяться, если при этом мужчина и женщина, они могут, как и в нормальных отношениях, меняться. То есть такое дыхание происходит. Ну, либо одному очень-очень плохо, он декомпенсируется, не знаю, там заболевает, и на момент болезни второй за ним ухаживает, и как только тот чуть подвыздоравливает, он опять начинает его... Конкретно надо ситуацию рассмотреть. Дело в том, что, понимаете, вот то, как оно нормально, то, как оно более распространено, то, как оно, ну, грубо говоря, наиболее близким определением психического здоровья является счастье. Вот счастье, оно, ну, можно сказать, что универсально в какой-то степени. Ну так, можно себе так сказать. А вот патологические вещи – это что такое, что уходит от этой вот моды, от этого центра,
И вот каждый нарушенный человек, он нарушен по-своему. А вот такие вот сложные штуки, когда что будет, если два нарцисса оказались надолго? То есть, получается, вы предложили тут три нетипичных таких условия. Один нарцисс, второй нарцисс, и они вместе надолго. То есть это, ну, такое может быть, как-то их ситуация так загромоздила в такую ситуацию, в такое положение, но что там будет, это сложно прогнозировать. Олег Кравченко, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу генетической предрасположенности нарцисса? Можно ли сказать наличие аутизма? Можно ли связать наличие аутизма у ребенка от нарцисса? Ну, смотрите. Наличие аутизма вряд ли можно связать, потому что вот как раз-таки аутизм, он большую имеет генетическую предрасположенность. То есть это что означает? Есть извините, генотип. Генотип – это количество информации, условно говоря, там, в половине, в одной спирали ДНК, одна материнская, другая отцовская, вот они сплетаются, там дальше они по типу рецессивной, доминантной, там формируют, как бы, ну, грубо говоря, выбирается, чье передавать на фенотип. И это информация, которая в генах записана, какое должно быть строение, ну, грубо говоря, строение мозга. А строение мозга уже диктует функции. У нас, поскольку мозг сложный, у нас очень мало прям каких-то прописанных вещей. Ну, например, у нас нет инстинктов, у нас есть только какие-то, ну, моменты повышенного способности научаться чему-то. Вот. Аутизм – это такая вот такой комплекс расстройств, скажем так. То есть что-то работает не так, либо не работает вообще. Вот это много вещей набранных, которые так работают. И это все-таки, ну, во многом связано больше с тем, что есть вот в этом генотипе так было прописано. Конечно, все вещи шизофренического ряда, вот эти все, ну, аутизм вроде относится до сих пор, еще ничего не перепридумали. Оно мультифакториальное, то есть влияют наследственные факторы внешней среды, там, психологические, химические, там, какие угодно. Но в основном здесь, конечно, работает наследственная, генетическая наследственность. Поэтому если, например, ну, скажем, там, условно говоря, отец был нарцисс, а ребенок родился, и у него аутизм, это не связано с тем, что ну, это очень-очень-очень сложно, практически невозможно связать, потому что, понимаете, генотип отца, он в нем был, когда он был еще эмбрионом, то есть он еще не получил никакой нарциссической травмы, а гены он свои уже имел такие же, какие он имел, когда он их передал ребенку. Вот. Поэтому тут это никак не могло повлиять. Нарциссизм может иметь, то есть нарциссические эти вот декомпенсация может происходить в ситуации, когда есть определенные конституциональные черты личности, которые имеют предрасположенную, вот эти вот, ну, связаны с предрасположенностью. То есть, вот смотрите, часто же родители считают, что они сильно как-то там влияют на детей, и родители склонны переоценивать свое влияние на детей. А родители часто переживают, что вот я если буду ребенка своего учить там 5 языкам, он вырастет гением. Оказывается, не так. Или часто говорят так, вот если нам бабушка, например, с ребенком там по выходным что-то ему рассказывает, она может ему сделать психотравму. Скорее всего, тоже не так. Она не повлияет на него, потому что этого слишком мало. Доказательство очень простое. Если у вас есть знакомый или если у вас есть, например, двое детей, которые, ну, там 1-2 года разницы или близнецы. Ну, близнецы, ладно, это не, ну, короче, вот два брата родились у одних родителей, там разница 2-3 года, разный характер. Что по-разному воспитывали, их точно воспитывали одинаково. Поэтому очень большое значение имеет как наследственная какая-то предрасположенность, так и внутренняя вот это вот, ну, назовем это немножко таким ненаучным словом, божья искра. То есть так человек вырастает, это какая-то внутренняя, ну, вот, внутри него это происходит. То есть оно
наследуется предрасположенность, а растет ребенок какой есть. И, конечно же, влияние внешних факторов имеет значение. Родители, конечно, наиболее важные из окружающих людей, потому что если не родители важные, то кто? Сосед? Нет. Конечно, из живых людей наиболее важные это родители. Но ребенок это не белый лист, который ты что захочешь, там напишешь. Это все такое, знаете, грандиозность и нарциссические переживания родителей, что я, если буду своего там ребенка воспитывать, он вырастет хорошим. А если я буду плохо воспитывать, то он вырастет плохим. Это ну, как бы корреляция есть, но не надо ее преувеличивать. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос был. Так. Парень использовал признание в любви для продавливания своих интересов, для манипуляции, для эмоционального шантажа. Постоянно давил на жалость. Постоянно прокручиваю в голове как-то... как это допустило. Ну, смотрите, если парень признается в любви, чего-то там добиваясь, в принципе, оно так и работает. Понимаете? Но влюбленные люди, они же говорят о любви. И вот подумайте, все же клятвы влюбленных – это же такой чес. Но он чистый, искренний и правдивый. Я буду с тобой всю жизнь. Я тебя никогда не оставлю. Говорят два там каких-то пиздюка 20-летних друг другу. Как? Ну, то есть, посмотрите вероятность, посмотрите частоту разводов, посмотрите там, ну, не знаю, вы будете жить, предположим, дай бог, чтобы до 80 лет каждый, это еще вам по 60, вам еще по 3/4 жизни нужно прожить. Как ты можешь гарантировать, что ты никогда ее не оставишь? Или она как тебе может это гарантировать? Нет. То есть ты как бы говоришь глупости. Ты говоришь не то, на чем ты не можешь отвечать. Но люди это говорят, и они в это верят, потому что это любовь. Любовь, она вот такая вот нерациональная. Поэтому может он, то есть он там манипулировал, может он это от чистого сердца делал. Может, конечно, это хитрый жук, который просто, знаете, забивал баки, там, особенно если он там, ну, например, вы понимаете, что он женат и рассказывал вам, а вы, предположим, вы младше, он старше, ну, там, ему там 30-40, а вам там 20, например, и вот он, например, вам рассказывает, что он вас любит, и манипулировал, тут да, конечно. Ну, это тогда просто как подлец, как это называется? Это не диагноз, это человек такой. Ну, грустно, конечно. Ну, не знаю, из вашего описания просто непонятно, что я не вижу здесь, где бы это было прям вот, что это какой-то там такой манипулятор болезненный. Просто это как, к сожалению, такое случается. Как мне избавиться от этих навязчивых мыслей? Вот продолжение этого вопроса. Я, конечно, мистер внимательность. Продолжаем. Это Елена Лукина пишет. И от мысли, что если бы я вела себя правильно, с ним все могло бы быть по-другому. Елена, вы вели себя правильно. Я не знаю, как вы себя вели, но, скорее всего, вы вели себя правильно. А ваши навязчивые мысли – это ваша повышенная требовательность к себе и повышенная, ну как, это очень… То, что вы так чувствуете, это нормально, в смысле, что это так, как правило, так и бывает. Как я могла быть такой дурехой, как я могла вот так ему довериться? У меня есть предположение, как могло так произойти. Вы в него влюбились. Вы были в него влюблены и поверили. И, кстати, самое худшее, что может быть, это если из этого случая вы решите впредь не влюбляться. Или, скажем так, быть недоверчивой. Так, знаете, вот. Из-за этого раза я теперь всем верить не буду никогда. Вы тогда себя ограничите. Если вы, я не знаю, вы сами-то можете себе ответить на этот вопрос. Если вы были, пускай не влюблены, хотя влюбленность – это такое чувство, которое, в отличие от любви, влюбленность-то может быстро возникнуть. Если вы помните, что вот как-то у вас, ну так, кликнуло, что-то вот вы влюбились, и вы поверили ему, то это не ваша слабость. Это он, подлец, что он этим воспользовался. Опять же, если это был хитрый его план, если он не был просто, ну как, ну это, знаете, очень я могу себе представить там парня, там 17-летнего, ну я беру такую крайнюю какую-то, который там какой-то 16-летней девушке рассказывает, что он ее любит и будет всегда с ней, а хочет от нее просто секса. Он просто вообще, ему в голову не может понять, как устроена вообще вся жизнь, у него отношения, потому что он там еще не был. А секс он хочет, потому что у него хочется ему. И он думает, что ж такое ей сказать, чтобы она согласилась. Ну, скажу, что я ее люблю.
Ну, я такой как бы агравированный вариант предлагаю. Понятно, что люди повзрослее себя чуть посложнее ведут. Но просто в этот же момент он же кто? Он врун или он просто такое поведение у него. Нужно быть, стараться быть, сохранять следить за своей безопасностью и таких людей как-то уметь как-то противостоять им. Ну, противостоять как? Отстаивать свои границы. Почему же очень важно понимать, чего я хочу, и понимать при этом очень важно, чего я не хочу, что для меня невозможно. Вот. А насчет навязчивых мыслей, ну, проще всего это было бы, знаете, в формате консультации, это проработать конкретно вашу эту ситуацию и найти там способы, как из этого избавиться, потому что я просто сейчас могу только начать придумывать вот то, чего я не знаю, я же не могу вам задать вопрос сейчас. Я могу сам себе отвечать за вас, и если что-то придумаю и что-то такое расскажу, как это можно сделать, оно, скорее всего, для вас не сработает. Вот. Ну, вот так вот. Так идите на личную консультацию к психологу. Следующий комментарий, это как раз то, что я говорю. Ну вот да. Ну, я же по очереди честно читаю все, я же вперед не смотрю. Так, Наталья пишет. Я просто теперь закрываю свои вопросы. Я не мстительная, просто хочу, чтобы он теперь в моей шкуре побыл. Не, вы классно отвечаете. Спасибо. Так, я вспоминаю все приемы и применяю теперь сама. Ну, смотрите, вкратко про Наталью Ананину. Наталья Ананине кратко отвечаю, что я все-таки считаю, что при всех общих равных зеркалить вот это нарциссу, ему мстить, это, ну, каждый пусть сам решает, но мне кажется, это не изящный, не эффективный ход, который не с наилучшей эффективностью, так сказать, тратит вашу жизнь на... То есть это не то, чем стоит заниматься. Так, я же смотрю, парень использовал признание в любви для продавливания своих интересов, для манипуляции, для эмоционального шантажа. Постоянно давил на жалость. Так это уже было. А кому вы все пишете, он все равно не читает. Вам он пишет, вы же видите, читаете. Вы же читаете за меня комментарии. Я же здесь просто сижу и газету читаю, да, не на вопрос отвечаю. Вот интересная Харитоша или что, хорошая рисуночка. Так, что значит... Вот видите, все промоталось. Вот вы меня злите, когда я начинаю проматываться. Потерял я. Так, отвечаю на то, что вижу. Вы лучший, спасибо. А как же Джон Лок и его доктрина про то, что ребенок при рождении чистый лист? Ну, не знаю, кто такой Джон Лок, что ребенок чистый лист. Ну, понимаете, сравнивать ребенок с чистым листом, мне интересно, кто этот Джон Лок по профессии. Или, может, это была какая-то такая популярная такая вот штука. Ребенок – это не чистый лист, потому что чистый лист – это, ребенок при рождении проживает 9 месяцев эмбриогенеза, эмбрионального и фетального вот этого периода. Считается, что метаболизм в этот период настолько высокий, а с возрастом он настолько у нас как бы замедляется, что если сделать этот метаболизм, представить, что он линейно происходит, то есть скорость обмена веществ одинаковая, то тогда получается, что человек внутриутробно проводит там чуть ли не треть жизни. Вот. Поэтому ребенок не рождается как чистый лист. Короче, в общем, я к этому отношусь. Я как я и сказал, что ребенок не чистый лист. Может, Джон Лок продавал, не продавал, а предлагал какую-то идею для... Идея, что ребенок чистый лист, предполагает, что вся ответственность за воспитание ребенка и общее выстраивание его как личности лежит на матери. И мать тогда – это же святой человек, который подобно Богу, и только Бог создает людей чистыми листами, а мать их записывает. Мне это не нравится идея, потому что это, это как раз-таки очень нарциссическая такая штука в плане того, что
ребенок чистый лист, а я его как бы чем хочу, тем и заполняю. И должна заполнить его правильно. Ну, я же вот пример этот привел про ну, два сиблинга, братья и сестры. Они в одной семье растут, разные. Как же их так по-разному чистый лист зарисовывают? Так, во всех людях после спирта просыпается психопат. Себя на утро не вспомните. Ну, психопат не психопат, но вообще-то одна из распространенных форм алкогольного опьянения, патологическая форма алкогольного опьянения, как раз-таки она психопатоподобная. Так что вы очень близки к правде. Мужчина, когда напивается, если у него патологическая форма опьянения, это проявляется, его поведение проявляется как поведение человека, который ведет себя так, как бычара, такая бычка, что является очень близким таким аналогией эксплозивной в расстройстве личности, то есть психопатии, такого взрывчатого. У женщин при патологической форме опьянения проявляется в том, что она начинает вести себя как такая суперкоролева императрица, сексуально расторможенная, гиперкоммуникабельная, дурашливая, что является полной аналогией истерического расстройства личности. Что, опять же, говорит о том, что женщинам больше свойственны вот эти вот истерические проявления, а мужчинам больше свойственны, ну, если не нарциссические, то эти всякие эксплозивные такие вот эпилептоиды. То есть получается, что, в общем-то, алкоголь, он нашу личность туда доводит до уровня расстройства личности. Так, пум-пум-пум-пум. У меня отношения со скрытым нарциссом начались после мужа нарцисса и бабушки с таким расстройством, которая воспитывала меня. Пум-пум-пум. Так, я у своего спрашиваю, ну да, это все, это не вопросы. Почему я не ревную к жене, а если фея в спортзале начнет балансировку грудей перед ним, и он ведется, закипать очень сильно? Почему я не ревную к жене, пишет женщина. А вы кто? Не могу понять. То есть Наталья пишет, почему я не ревную к жене? Кого? А если фея в спортзале начнет балансировку грудей перед ним? Короче, непонятно. Женечка, какое вы в отношениях? Расскажите, сердечко стоит, пишет Мила Майковская. Да, сейчас я вот буду вам рассказывать, какое я в отношениях, потому что вы мне сердечко поставили. У меня же канал так и называется, Женечка, и какие у него отношения. Прошу не фамильярничать с доктором. Я не Женечка, я... Так, не все нарциссы сразу себя проявляют с самого начала. Самовлюбленными могут притворяться 2-3 года идеальными. Так, но это тоже не вопросы. Я же не буду комментировать ваше убеждение. Ну, не убеждение, а ваше утверждение. Ученые считают, что в новом дивном мире комфортно жить будет только аутистам. Каждый раз, когда вы слышите фразу, которая начинается с «ученые считают», это, скорее всего, ЧОС, а во-вторых, представьте себе, кто такие ученые. Ну вот я знаю ученый кот, и я знаю ученые, ну кто это ученые? Вот у нас на кафедре были там, ну, у них были как лаборант, ассистент, доцент, профессор. А звания у них были эти научные, как бы, кандидат медицинских наук, там, ну или там бывало, что психологических этих наук, как они, ну да, психологических, по-моему, если не медицинских, и доктор медицинских наук. А ученые там не было. Я так и думаю, где же тогда ученые находятся? Ученый – это журналистский термин, который означает, что вот в книжке написано. Так, у меня ситуация вообще патовая. Живу после расставания с нарциссом и психопатом в одной комнате и работаю. Уйти возможности нет. Мы военнослужащие, я и он команда, которую поменять невозможно. Ну, это да. Ну, вот ситуация, когда ты находишься в закрытом помещении. 3 классических закрытых помещения – это армия, тюрьма и больница закрытого типа. Вот тогда да, это сложность. Ну еще разного рода эти, там, где ученые. Космическая станция, какая-то
станция, как она, исследовательская, там экспедиции разные. То есть туда людей специально подбирают, чтобы не казалось, что они находятся друг с другом, они могут находиться вместе. Так. Что является успешностью? Это Светлане вопрос. Вот. Добрый вечер, Евгений. ПРЛ и НРЛ могут ли сочетаться в одной личности, и может ли психопат быть нарциссом? Ну, смотрите, опять же, тут такая вот вопрос с классификациями. Психопат – это психопатия. Такой диагноз был в 9-й международной классификации болезней. То есть это устаревшая, по-моему, ее отменили в 90-м. Ну, не отменили, она сменилась 10-й классификацией болезней в 90-м году. То есть до 90-го года были психопаты. О психопатии не в рамках классификации болезней, то есть рубрификатора, а в принципе психопатию изначально описывали, ну, в частности, Ганушкин, там и еще некоторые психиатры. Психопатия в 10-й классификации называется расстройством личности. То есть, в принципе, человек с расстройством личности и есть психопат. Не все так ровно, потому что оно не просто идет замена одного термина другим. Оно заменяется не совсем, ну, это не то, что была психопатия, стала расстройством личности. Но, в принципе, как бы так и есть. В психиатрических классификациях от классификации отказываются от предыдущих названий. Почему? Потому что предыдущие названия становятся оскорбительными. Слова дебил, идиот, олигофрен, шизофреник, психопат, что там еще. Короче, все эти слова – это же диагнозы, которые, выходя в быт, поскольку психиатрия и психические заболевания, ну и до сих пор, а раньше уж тем более, были стигматизированы, то есть считались постыдными, эти слова становились оскорблениями. И чтобы избавиться от... Ну, человек заболел, ему диагноз сразу оскорбление. Чтобы от этого избавиться, раз за разом диагнозы меняют не просто, ну, там, как-то уточняя, а еще и стараются заменить на более какой-то вот, ну, как бы, скажем, эвфемизм. Вот. Поэтому в этом плане психопат и расстройство личности – это как бы, ну, это то же самое, только более старое, более новое. А ПРЛ, то есть пограничное расстройство личности, и НРЛ, нарциссическое расстройство личности, это могут сочетаться. Более того, считается, что, как правило, в любом расстройстве личности есть сочетание нескольких расстройств личности, и какое-то лишь одно там можно выделить как ведущее. И именно по этой причине, очень хороший вопрос вы задали, следующая классификация 11-я, которая там, ну вот я не знаю, она применяется, не применяется никак, все ее там сейчас уже известно, что в этой классификации не будет никакого ни нарциссического, ни пограничного расстройства личности, будет просто расстройство личности, и будут они делиться по степени, как вот умственная отсталость есть легкой степени, там, средней, тяжелой, какой-то глубокой, так и расстройство личности будет тоже какое-то, ну, грубо говоря, легкое и сложное. То есть, по сути, только что я говорю, что нужно говорить, что есть нарциссическое расстройство личности, а есть личности, есть люди за здоровой личностью, но с чертами нарциссической личности. Я, по сути, ну, как будто бы, ну, не то, что предвосхищаю, я иду в теме с основными тенденциями, которые предлагают фокус внимания с качества расстройства личности, то есть какое оно, нарциссическое или пограничное, фокус внимания перевести на количество ее, то есть степень расстройства. Потому что качество, как правило, разное. Ну, то есть, если вот взять, вот если я поэтому скучаю, но вот когда я работал при клинической больнице, у нас были клинические разборы больных. Это очень интересное такое событие, когда собираются врачи, приглашаются там заведующие всех кафедр, этих отделений сидят, подготавливают какого-то интересного такого больного с какими-то вот, ну, с незаурядной клинической там какой-то картиной. Приглашают там какого-нибудь, не знаю, доцента, профессора, то есть с кафедры, и начинают его вот обсуждать. И потом
А когда обсуждают, ну, не так, как достаточно, чтобы его лечить, а чтобы чисто поумничать. Ну, тоже, вот, когда мне спрашивают, там, как отличить, там, типа, вот, в нарциссе какую-то одну вещь от другой. Мы в этот момент занимаемся, по сути, таким клиническим разбором человека. То есть мы не решаем проблему, мы умничаем. Ну, можем себе позволить. Вот. А там, представьте, собираемся, я помню, вот сидишь и все эти, там же такие психиатры были, ну, уровня просто. И вот начинают, когда это все обсуждать, копаются, и потом, да, вот находят у него черты и того расстройства личности, и того, и немножко того, и здесь вот так вот, и вот это, и вот, а в некоторых ситуациях оно компенсируется в ту сторону, и вот это очень все интересно. Не знаю, зачем я рассказываю, просто чтобы вы понимали, что эта тема действительно такая интересная и поглощающая. Опять все промоталось. Что ж ты будешь делать? Мне же потом будет писать вот это вот хорошенькое или какое, что я ничего не читаю. Так. Евгений, подскажите, зачем скрытый нарцисс, по моим наблюдениям диагноз, пытается спустя 2 года мне что-то доказать, провоцирует на ревность, пытается хвастаться достижениями, хотя сам меня бросил. Это похоже, строим вместе задать вопрос. Это похоже на, ну, то, что вот называется пингованием, то есть попыткой вернуться в отношения, так сказать, эпилог такой, э, пост, постфактум. 2 года пытается что-то доказать. Тут может быть такая штука, что вы для человека важны, и, предположим, если предположу, после вас у него были отношения, которые как-то вот закончились, и в этих отношениях тот человек для него не был столь же важен, сколь и вы, он был менее важен, ну и в любом случае он недостаточно важен. И он пытается вам что-то доказать, потому что хочет получить подтверждение того, что он, ну, хочет получить признание от вас. Может быть, вы хорошо ему давали признание. Ну, знаете, есть люди, которые, ну, знаете, здесь говорят, что этот человек умеет слушать, этот не умеет слушать. Вот также бывает, есть человек, который может дать признание. Но, понимаете, чтобы поставить человеку оценку, нужно же правильно его оценить, нужно его быть к нему внимательным. Знаете, бывают люди говорят, что там вот, ну, говорят, что ты молодец или хвалят тебя, а ты прям слышишь и прям понимаешь, что это вот он просто так говорит, он не понимает вообще. Он вообще не понял, о чем я. А бывает, что человек как-то так послушал, даже ничего тебе не сказал, ну, в смысле, почему он так думает, говорит, да, действительно, мне нравится. И ты прям чувствуешь, понимаешь, что он действительно, он это говорит не на пустом месте. Вот если у вас есть вот эти вот, вы ему когда-то давали признание такое, ну, не формальное, а истинное, то он мог, ну, такие вещи люди запоминают. Если он мужчина, например, то мужчине важно же еще для мужчины, в принципе, важно это вот, ну, как бы такое признание, ну, некоторых вещей. Ну, в общем, ладно, тут я пытаюсь как бы представлять и думаю, что как бы так не слишком запредставляться, чтобы не уйти в свои какие-то там проекции, переживания. Да, он может просто искать в вас вот этого человека, который будет вам, у которого он может получать признание. Что вам в такой ситуации делать, это вам надо понять, насколько вас это беспокоит или не беспокоит. Если беспокоит, то постараться как-то простроить, ну, то есть формально, ну, сказать ему, если вы сказали, он не понимает, то без его уже тогда, без спроса его там выставить какие-то границы, ну, там, не знаю, заблокировать, что-нибудь там, не брать трубку, еще что-то. Вот. Если вас это, в принципе, просто как, ну, вам и нормально, ну, просто интересно, почему он так поступает, ну, потому что ему важно получить от вас, ему что-то важно вам доказывать, и важно, чтобы вы, ему важно, чтобы вы видели, что он что-то делает. Вот. Ну, интересная история, к сожалению, естественно, этот маленький комментарий, я не могу себе ее всю представить, а интересно, куда вот тут можно было бы разойтись. Так, развилась психопатом, следит. Как полностью обрубить из своей жизни? Ну, смотрите, если вы развели, ну вот, берем, убираем, выносим за скобки вопрос, что это человек-психопат. Вы просто расстались с человеком. Вы с человеком больше решили, что вы не вместе. Он за вами следит. Возникает у меня сразу вопрос, как он за вами следит? Если он ходит за вами в плаще и шляпе,
за каждым деревом прячется, как в мультиках, знаете, эти, то это как-то вообще странно. Если он при этом не нарушает никаких законов, то есть мы здесь опираемся в случае с людьми пограничными, ну, психопаты, да, относятся к пограничной организации личности, они постоянно нарушают границы. Чтобы понять, где между нами граница, когда тебе сложно понять, как же правильно, мы опираемся на закон. Закон – это такие общие рамки того, что, ну, как бы, закон один для всех, так должно быть, в этом смысл закона. Когда это не так, то это плохой закон. Если вы понимаете, что он ходит по публичным местам за мной и там с расстояния, не знаю, там в 10 шагов за мной наблюдает, ну, это странно, очень странно. Ну, по идее, вы ничего не можете сделать. С другой стороны, он с такого расстояния как бы не должен ничего вам, как бы, как это вам вредить. Если он вас подстерегает, пугает, я не знаю, там заходит в ваше, у него ключи остались, он заходит в ваше жилище там без ведома, он какие-то, то есть происходят какие-то вещи, которые можно сказать, что это действительно человек, ну, как бы нарушает мою безопасность, ну, нарушил границы, значит, нужно как-то это дело, ну, там, не знаю, в полицию, к детективу, там, не знаю, как смотреть, где вы живете. То есть как этот вопрос решить формально. Бывает так, что он вас, как вы там написали, он вас следит? Следит. Может быть так, что он, например, следит за вами, он вас лайкает в соцсетях, а вы его, ну, вам это неприятно, но вы его при этом и не удаляете. Или, скажем, он комментарий пишет у вас под постами, а вы, скажем, его сохранили ему возможность писать эти комментарии. То есть тут еще такая штука, что, может быть, вы что-то сами не дозакрыли. То есть он следит за вами через что-то, что вы не дозакрыли, потому что, ну, либо думаете, ну, я не хочу так поступать как-то по отношению к человеку, либо вам его жалко, либо вы, может, у вас есть какая-то к нему, ну, привязанность еще не существует. Это нормально, все-таки бывший муж, и, ну, как какое-то время с ним были в отношениях, но привязанность формируется. Я повторяю сейчас еще раз немножко отступление. В отношениях тебя здорового с нарциссом, психопатом, кем угодно, ты сформируешь здоровую привязанность, в этом-то смысл. И когда вот была, я забыл, вот оранжевая аватарка, писала женщина, что я вот переживаю, мной типа меня, ну, как бы обманул, а я теперь переживаю, что я сделала не так. Ты сделала все так. Когда мы вступаем в отношения, нам нужно строить здоровые отношения. Если мы попадаем на какого-то вот такого человека, ну, типа раненого, ну, как не раненого, ну, грубо, человека, у которого есть какие-то вот эти вот черты такие особенные, это, ну, это ненормально. Даже если так получается, что у тебя это очень часто, все равно такого не должно быть, это не должно быть нормой. И просто нужно это дело исправлять и дальше идти, опять же, ну, как не с чистой душой, а с желанием строить нормальные отношения. Поэтому бывает так, что вот проблема людей, которые находятся в отношениях или пережили отношения с такими людьми, с тем, что они все еще стараются относиться к ним как бы по-нормальному, что правильно, но при этом не знают, где сделать эту вот поправку на исключительность этих отношений. Вот. Поэтому здесь вот это бы как-то бы разобрать, как он там за вами следит. Опять что ли промоталось или что? Не, все хорошо. Да, это было «Строим вместе» вопрос. Развиваясь психопатом, следит, как полностью... это ответил. Евгений, что для нарцисса больнее, блок или игнор? Ну, я думаю, что для него изначально больнее то, что у него внутри происходит. То есть вот это вот чувство, принятие того, что вдруг никто меня завтра не заметит, и тогда я как будто бы не нужен. Вот. Подождите, блок или игнора, какая разница? Не совсем понятно. Ну, если вы с ним не общаетесь, это я просто не совсем понимаю, что вы имеете в виду, блок или игнор. То есть, грубо говоря, пассивная агрессия или активная агрессия. То есть вы его блокируете явно или делаете, ну или его просто не делаете вид, что вы его не замечаете. Сложно сказать. Тут, понимаете, что еще нарцисс это же не какой-то один такой пропечатанной матрицей человек. Люди с нарциссическими чертами все разные, у всех разный свой опыт, разное, чего они переживали, поэтому тут... И плюс блок или игнор все-таки, знаете, это такие очень близкие вещи, и не могу прямо точно сказать, что прям вот это... Так, каждый психопат нарцисс, но не каждый нарцисс психопат. Нет, не так. Это неправильно. Вы так запутаетесь. Это...
Биполярное расстройство личности существует как часть НРЛ? Нет, смотрите, биполярное расстройство личности – это то, что раньше называлось маниакально-депрессивный психоз. Это биполярное аффективное расстройство личности, правильно? Подождите, я запутался. Биполярное аффективное расстройство. Оно не расстройство личности, это расстройство мозга, организма человека. Личность – это личность, характер, понимаете, когда мы говорим о расстройстве личности, мы говорим о том, каком-то стержне и длиннике. Длиннике, в смысле, что это вот в человеке постоянно приходится, и вот оно как-то нарушено, расстроено. То есть человек, вроде бы он не болен, но он ведет себя вот так вот, странно, неправильно расстроено. А болезни, в частности, биполярное аффективное расстройство, это ситуация, когда у человека вроде бы все хорошо, у него при этом, вот что есть в американской классификации, там, где несколько осей, у него может быть личность здоровая, а может быть какая-то и нездоровая. У человека может быть расстройство личности. Но при этом на фоне расстройства личности у него возникает, он заболевает биполярным аффективным расстройством. Как, грубо говоря, человек может, например, быть, скажем, нарцисс поломал ногу. Сейчас я более яркий пример. Человек с нарциссическим расстройством личности, диагностированным, поломал ногу. Пускай так, не поломал ногу. Выбросился из окна, предположим. Все хорошо с ним, он не убился, но он поломал ногу и порезался. Вот его приводят в больницу, и ему пишут диагнозы. Нарциссическое расстройство, порезы, перелом ноги. Да, и, в общем, он попадает к разным врачам вроде бы с этим всем. Так вот, у него эти вещи, оно все в рамках все у одного человека, и все является вроде бы следствием того, что с ним происходит. То есть не было бы у него этого расстройства, он бы, может быть, не прыгал. Но с точки зрения такого вот медицины, у него есть несколько сопутствующих заболеваний. Просто они сопутствуют. То же самое и здесь. У человека может быть личность здоровая, может быть с расстройством личности, и при этом у него вот это аффективное расстройство может быть. Аффективное расстройство биполярное – это, так вкратце, биполярные два полюса – это и депрессия, и мания. То есть вот в аффективный круг вот этот, психотических расстройств входят депрессии эндогенные, мании, изолированно они могут быть и те, и другие. И когда и то, и другое – это маниакально-депрессивный психоз раньше называлось, или биполярное аффективное расстройство сейчас. Кстати, это еще один пример, почему происходит такое переименование. МДП, маниакально-депрессивный психоз, в какой-то момент стал звучать слишком токсично и оскорбительно. И его переименовали в биполярное аффективное расстройство. Потому что, у тебя какое заболевание? У меня маниакально-депрессивный психоз. Слово психоз звучит страшно. А так человек говорит, у меня бар. Сейчас многие говорят, у меня биполярочка. Понимаете? Звучит мягче. Это не просто какая-то болтовня, это людям облегчает жизнь. Дин-дин-дин-дин-дин. Так, смотрим дальше. Здравствуйте. Что для вас обозначает влюбленность? Для чего она? Думаю о нем 24/7. В свободное время не страдаю. Думаете о нем. Я просто думаете о влюбленности. Так, смотрите, у меня есть такая идея. Это не идея, это ученые, как там написали, об этом не говорят, но вообще есть такие серьезные чувства, которые сложно назвать эмоциями, потому что каждый состоит из комплекса эмоций и убеждений, как любовь, вера и надежда. Эти три чувства, что у них общего, что они, кроме того, что они могут быть достаточно сильными и смыслообразующими, они идеалистичны. То есть человеку невозможно доказать, что ему нужно или не нужно кого-то любить, во что-то верить, или надеяться, или не надеяться, и невозможно разубедить. Да, и человек не может никого, например, знаете, там, девочка влюбилась в мальчика, вот он прямо его любит. Тут немножко, ладно, это плохой пример, потому что тут любовь, влюбленность происходит. Когда кто-то кого-то любит, ему говорят, чего ты его любишь? Он же такой-то и такой-то. Я люблю. Я не могу тебе объяснить, почему я его люблю, просто есть любовь. То есть основная идея, что вера, любовь и надежда не имеют логического объяснения. Это очень глубокий такой букет эмоций,
и убеждений, ну, например, убеждения, что я хочу быть с ним, который не основан на логических каких-то убеждениях, поэтому нельзя, человека нельзя переубедить. Вот. Любовь формируется не единомоментно. Человек для того, чтобы в кого-то кого-то полюбить, вот видите, постоянно хочется сказать влюбиться, потому что у нас как будто бы мы влюбляемся, чтобы любить. И слова еще однокоренные. Но вот любовь это отдельно от влюбленности. Любовь – это чувство, в котором, в частности, есть, если вот брать эти теории, психологические теории привязанности, в котором есть вот эта привязанность. То, что привязанность у нас к другому человеку – это то, что является повторением того, что было раньше с мамой. С мамой, как или с важным взрослым, или с родителями. Там, мы и другой взрослый или другие взрослые. Когда мы привязанность формируется, то любовь на ее основе, она становится все больше, больше, больше всеобъемлющей. То есть это эти, что ли, убеждения, эти эмоции становятся все более, базовыми, более такими вот основополагающими. Соответственно, для чего это нужно знать? Когда люди расстаются, когда люди любили друг друга, кто-то изменил, кто-то погиб, кто-то пропал, кто-то разлюбил, пускай не изменил, а просто сказал, что я тебя больше не люблю. Вот я тебе вчера не говорил, я тебе долго об этом не говорил, а сейчас сказал, что люблю. Мы испытываем сложный комплекс эмоций, связанных с утратой, там, если изменой, то еще и предательством, и продолжаем человека любить, потому что любовь мгновенно не проходит. Вот. И все бы хорошо, но надо же понимать, что у всех этих вещей есть определенное эволюционное значение, которое связано с размножением. То есть эти все эмоции, все эти вещи, которые логически не объясняются, они в нас есть, потому что у нас есть должок перед природой, что мы должны как-то, все-таки есть какие-то вещи, которые мы должны делать, как и все остальные, там, млекопитающие, животные и так далее. Поэтому, собственно, любовь, она не работает для начала влечения. Поэтому в начале влечения срабатывает влюбленность. Страсть, искра, ёкало это, которое там женщины говорят, там клик, как угодно. То есть как это происходит? Мы видим другого человека. Этот человек нам привлекателен, он аттрактивен, он нас привлекает. Как правило, тут включаются наш гормональный фон человека, потому что то, какой у человека гормональный фон, видно по тому, как у него там румянец лица, как от него пахнет, как у него там глаза, насколько у него слезятся, насколько у него сухие там или влажные губы, там, в общем, много чего. Как голос, понимаете, от того, какой у женщины гормональный фон, влияет это также, в частности, на то, в каком состоянии голосовые связки, это влияет на ее голос. А насколько она напряжена вследствие тревоги, например, или расслаблена вследствие расслабленности, влияет также на ее мы же воздух-то поддавливаем диафрагмой и мышцами легких, там, и живота. В общем, все эти вещи, все это влияет. И как-то мы так человека замечаем, как именно невозможно все эти критерии посчитать, их очень много, это как люди друг друга находят, вообще непонятно. Потому что, знаете, бывает же, кто-то любовь злая, полюбишь и козла. И влюбляется этот мальчик в эту девочку, или девочка в мальчика, и вначале у них очень много их тянет друг к другу, они не замечают очень много каких-то вещей, которые в рациональном состоянии они бы замечали, но чтобы это происходило, наш организм нам дает ощущение такого конфлюенции, слияния. Мы с этим человеком как будто бы это я ее всю жизнь искал и встретил. Вот она, это ощущение. Или у женщины наоборот. И ты чувствуешь себя в таком очень приятном, хорошем состоянии, этой влюбленности. Если во время этой влюбленности вы ведете себя как-то вменяемо, не совершаете страшных ошибок, например, вы умеете все-таки, несмотря на то, что вы влюблены, отличать подлеца от неподлеца. Или вы, например, не делаете какие-то ошибки, потому что есть какое-то убеждение, нужно заняться с ним сексом, потому что иначе он меня бросит, я буду отвержен, я занимаюсь с ним сексом слишком рано. Раньше, чем сама хочу. Или еще куча ошибок, достаточно много можно совершать. Если эти ошибки не совершаются, и это влечение, то, что проявляется как переживание влюбленности, оно заставляет людей находиться рядом с друг другом достаточно долго, то есть они чаще встречаются, у них формируется очаг возбуждения, фокус внимания переносится на другого человека. Я интересуюсь им, я его изучаю, я
больше понимаю о нем чего-то, и в результате вот на фоне, как бы на почве этого всего вот понимания, знания, переживания, опыта общения с этим человеком может уже формироваться любовь. То есть под прикрытием влюбленности, понимаете, как вот говорят, когда антидепрессанты назначают под прикрытием этих транквилизаторов, потому что антидепрессанты поздно действуют, а эти быстро действуют. То же самое, под прикрытием влюбленности может развиться любовь. И потом влюбленность проходит. А вот это вот про то, что любовь живет 3 года, это, это очень красивый, образный, поэтический фраза «любовь живет 3 года». Это никакое там, нету никакого там обоснования. Люди могут друг друга разлюбить раньше, если у них раньше начинается какая-то там страшный ужас в отношениях. Если, например, влюбилась в нарцисса, и я начинаю его любить. У меня я-то здоровая, и у меня формируется привязанность к нему здоровая. Неважно, как он там, что у него там происходит, это другой вопрос. Очень интересный, но другой. Я его начинаю любить, я в него влюбляюсь. Но, предположим, он начинает жестить и вести себя так, как ведут некоторые люди с нарциссическими чертами, так, что тут уже никакая любовь не спасает. И я понимаю, что надо отсюда уходить, и я ухожу, несмотря на то, что я же его люблю, это же моя привязанность, моя любовь. Я ухожу от него, при том, что привязанность есть, и мне грустно, больно, тяжело, и все это это мои процессы внутренние. И тут вообще 3 года, не 3 года, это не имеет значения. Поэтому вот так, хорошая тема, очень хороший вопрос. Надеюсь, оно все не промоталось. Вот, да-да-да. Что для вас означает влюбленность? Вот. Вы влюблены, думаете постоянно, это нормально для влюбленности. А почему вы страдаете? Здесь, возможно, уже невротическая влюбленность. Это ситуация, когда ты влюблен в человека, но не можешь с ним быть рядом по разным причинам. По своим каким-то стопорам или по, например, например, я влюбилась в актера, я понимаю, что мы не можем быть вместе, потому что он живет далеко и там женат, но я, тем не менее, понимая то, что объективно мы не можем быть вместе, я эту влюбленность свою продолжаю подпитывать. Или там он мне начесал какое-то там отношение на расстоянии, а он женат, но он говорит, что он когда-то бросит, и, в общем, я в него влюблена. Но, опять же, в этой ситуации, во втором примере, тут как бы не все так однозначно, потому что, может, он и бросит. Разные бывают ситуации. Так. Недопоняла. Сам термин психопатии считают теперь устаревшим или просто диагноз не хотят ставить? И как это в культурном смысле? Посторонний Камю теперь разновидность нормы? Смотрите, как бы то, что психопатия у человека, вот, вернее, человек, он какой есть, такой и есть. Ну, в смысле, человек как не какой-то конкретный, а в целом как вид. В какой-то момент времени в психиатрии стали рассматривать такие состояния людей, которые тут сложно было назвать психическим заболеванием, потому что оно какое-то вот вроде постоянное у человека. И оно не всегда такое, что вот его как-то... То есть оно не в продолжении всей жизни. Какое-то вот какая-то... То есть, понимаете, как устроена медицина такая классическая, чтобы понять, какого человека... человек заболел, чтобы понять, куда его лечить, в какую сторону, до какого состояния, нужно понять, как оно выглядит в норме. Если, например, это, понятно, очевидно, как, человек пришел с кариесом, вот у него рядом есть такой же зуб здоровый, нужно, чтобы был такой же. Или вот бывает, когда человек, травматологи как смотрят, покажи эту руку, у человека рука изогнута, вторую покажи, так, смотрим. Понимаете, сличается. То есть норма есть какая-то общая, но есть еще норма у этого человека. Как должно быть у этого человека, как оно должно быть. Чтобы понять, как он себя ведет обычно, например, человек, какой-то пример такой, не знаю, у человека доставлен, он там, выставили человеку депрессию эндогенную, он ведет себя таким-то образом. А интересно, как он себя ведет обычно. Обычно у него он очень активен или не очень активен.
А в случае с расстройством личности человек как бы всегда такой, и тогда возникал тогда вопрос, а как же его тогда вообще, что же с ним тогда делать, если нету как бы непонятно, где его норма, где его личная норма. Он такой всегда был. Поэтому вы выявили вот это вот как бы типа расстройство, болезнь конституции, но поскольку и это назвали психопатией. То есть патия – это нарушение, да, нарушение, патия, нарушение души. Потом под это дело, вначале, когда это выявили, это были идеи некоторых психиатров, которые это выявили, вот есть вот такое, давайте будем об этом говорить. Когда это стали изучать, поняли, что да, это и интересная идея, психопатия, поскольку название человек придумал, то давайте его и возьмем. Я не помню, Ганушкин у нас, по-моему, во французской психиатрии кто-то вот тоже ввел это название, психопатия. Вот. И его в какой-то момент ввели в классификацию. Я не помню в какой, но в 9 точно было, ну, предположим, в 8 но было там, может, до этого. В какой-то классификации ввели и описали какой-то, что это, какие вообще показания, чтобы этот диагноз ставить. Тогда считалось, что она вот это вот тотальная, стабильная и какая-то там еще. То есть смысл в том, что это вот вылечить психопатию невозможно, потому что ты можешь только типа как залечить, ее можно лечить, а не вылечить. И оно вот такое постоянное. Вот. По поводу Камю посторонний, если они тогда им ставили такой диагноз, то оно все запечатано в прошлом. Им психиатры прошлого, людям из прошлого ставили диагноз из прошлого. Оно так и было. Ситуация была другая. Вот та же истерия, о которой я сегодня уже говорил, у женщин в частности, у женщин в 19-м, начале 20 века проявлялась совершенно иначе, чем в конце 20-го и сейчас. Сейчас истерии в чистом виде вообще нет. Потому что просто произошла несколько сексуальных революций, женщины себя совершенно сейчас иначе ведут, чем они себя вели ранее. И все вот это вот сексуальное задавливание пуританского патерналистского общества, которое было раньше и которое компенсировалось, проявлялось через истерию. Сейчас этого нет, потому что нет никакого патерналистского общества. В таком викторианском смысле. В смысле викторианской эпохи. Вот. Термин психопатии считается устаревшим. Да, а, кстати, насчет культуры. В культуре, в быту мы все еще иногда бывает так, что кто-то говорит, да, он истинный психопат, говорят про человека. Тут имеется в виду, не совсем это уже термин. Это как бы не диагностический термин, это описание. Знаете, как вот про людей, которые постоянно ходят с кислым лицом и такие постоянно всем недовольны, и говорят про них, что он язвенник. Это же не означает, что у него прям язва есть. Так вот принято говорить. Потому что, как правило, когда у людей есть вот эти вот проблемы с ЖКТ, они проявляются это в таким вот определенным настроеченским флером. То есть это как бы не научно, но имеет место быть в культуре. Так. Алкогольное опьянение, у одних агрессия, у других поиск приключений, а кто-то разделяет все и всем. Раздает все и всем. Мой бывший впадал в ярость. Спасайте, кто может. Я не пью, но в редкие разы начинала бежать из дома и я. Понятие это отдельная тема. Алкоголизм, алкогольное опьянение бывает очень разным, потому что накладывается, во-первых, на, собственно, личность человека, имеет значение стаж, там, была ли какая-то органика, что за алкоголь, там, и есть этнические особенности. Например, Винстон Черчилль, особенно когда фильм про него смотришь, он с утра вставал, наливал себе, бывало, что и не разбавленный какой-то, крепкий напиток 40-градусный, стакан гигантский, ходил, похлебывал и принимал там какие-то решения. Это возможно у людей вот из некоторых европейских стран. У них такая биохимия. У нас, если человек с утра встанет, нальет себе коньячка вот так вот, его так вот выхлебает, он уже не будет никаких решений принимать, не будет никуда ездить там. Пускай бы его даже водитель возил. Хотя и есть такие, но это не типично для нас. У нас по-другому люди не пьют, а когда пьют, то пьют много. А есть вот эти все там средиземноморские культуры, там, когда они на завтрак разбавленное вино, в обед вино, там, то есть у нас это как-то сложно себе представить, чтобы человек как-то Так, читаю. Евгений, у меня такой вопрос. Вы можете поставить диагноз Светлане Грачевой? А кто это?
кто-то тут из комментаторов. Ну, диагнозы ставить неэтично. Хотя одно время была такая, у нас был ну, не кружок, уже была баринтовские группы. Мы уже, когда был врачом молодым, мы собирались, и там называлось оно, по-моему, автография это называлось. Это, ну, там, знаете, поставить диагноз, предполагаемый диагноз, там, скажем, Достоевскому или там Сальвадору Дали, там, или Пикассо, или еще кому-то. Вот. Но это было в закрытой такой среде, не без оглашений. Ну, это как бы такое, знаете, поумничать, поупражняться, но вообще неэтично ставить диагнозы. Тем более, понимаете, я же психиатр. Есть тут же какая штука. Вот смотрите, представьте себе паб, и там подрались люди. Какой-то человек, мужчина, дал другому в дюндель. Тот упал, и у него разбитый нос. Приезжает полиция, ему выписывают хулиганство, административное правонарушение. Но если окажется, что он профессиональный боксер, то это уже не административное правонарушение, это криминальное правонарушение использования профессионального оружия. Он боксер профессиональный, то есть его рука и его удар – это оружие. То есть это уже получается, ну, типа нападение с использованием оружия. Хороший пример такой, то же самое. Если, например, вы скажете про человека, что ты нарцисс или ты дебил, то, ну, вы это условно кто-то, не психиатр, то это ваше личное мнение. А если я такое скажу, то это вроде бы как, типа я диагноз ставлю. Понятно, что это не так, но просто на этическом уровне получается, что люди могут напрячься, когда если психиатр кому-то говорит, что ты, я не знаю, кто это, Светлана, но если я буду ей ставить диагноз какой-то, вы себе представьте. Кстати, я недавно видел какой-то канал, ну, такой начинающий, там девочка, она там, ну, она решила как похайпиться, она, в общем, рассматривает какие-то топовые блогеры, берут интервью каких-то знаменитостей, и она начинает этих знаменитостей разбирать, какие у них там патологические черты, там, нарциссические, там, или какие-то там еще там. Но это неэтично. Так это, ну, во-первых, то есть ты либо таким образом показываешь, что твое мнение на уровне там бабушки под подъездом что-то говорят, либо ты, ну, выставляешь типа какой-то диагноз, высказываешь свои суждения по поводу человека, который тебя, во-первых, не просил это делать, а во-вторых, делаешь это еще и публично. Так нельзя. Ну, это... Так, продолжение, но я уже забыл начало. Вы напишите, пожалуйста, как-нибудь это в одном кусочке продолжения. Испытывала свои страхи, сидела на высоком этаже, ногами вниз на улицу. Так, короче, не знаю. Вот это с троеточиями, когда вы вашими многоточиями пытаетесь добавить драматизма. Но дело в том, что, во-первых, это только все путает, а во-вторых, если по поводу... Да, кстати, если кто-то будет описывать там свои попытки суицидальные какие-то там желания там, или что-то еще, сразу объясняю. Если у кого-то есть суицидальные мысли, желания или что-то там еще, вам нужно немедленно вызвать себе скорую помощь, или если не скорую помощь, то полицию, и чтобы вас доставили в нужные места. В Ютубе вам делать нечего. Поэтому даже не пытайтесь меня тут как-то включить. Так, надевать маску, эмоции радости, да бросьте. Так, это вот ваше все. Евгений, что для нарцисса больнее, блок или игнор? Да, я уже 3 раза видел ваш этот вопрос. Я же сказал. Не знала, что я ему любовница. Так, это не мне. По поводу диагноза. Я, честно, проверялась после расставания с мужчиной. Мне сказали, что я нормальная, просто слишком много энергии. Надо ее реализовать. Не понял я, к чему это. Итак, мы с вами дошли до конца чата. Я докопался. Не может быть. Коньячок с утра – отличная идея, я считаю. Но это вы шутите, наверное, практическая нумерология. Зачем? Спасибо за ответ, Евгений. Так, ну все, я дошел до конца чата. Конечно, он может длиться бесконечно, но мы с вами тут уже 2 часа сидим. Вы, конечно, все забыли поставить мне лайки. Давай. Потому что лайков у меня 281, а смотрит меня 261 человек. Не, неплохо, нормально, все хорошо вы поставили. Обычно в другую сторону
читания. Спасибо вам всем, что были со мной в эту субботу. Знаете, это называется перекличка людей, которым нечем заняться в субботу вечером. Я и 280 человек. Не, ну, шутки шутками. Я действительно рад, что мне приятно, знаете, можно было бы, вот как там кто-то пишет, что, ну да, коньячок же неплохая идея с утра, а вечером надо посмотреть Евгения в Ютубе, а с утра, значит, ночью все это переосмыслить, и с утра тебе ничего не остается, кроме как так, все по коньячку. Хорошо, шутки шутками. Да, значит, смотрите, эта трансляция сейчас завершится, она превратится в видео на канале, и под видео будут комментарии. В этих комментариях бывает, что люди, которые чуть позже смотрят, они пишут там свои вопросы. Вы можете позже туда зайти, потому что этот чат, он останется, но он все-таки не такой, как комментарии у видео, он более дальше зайти. В комментариях вы можете писать ваши какие-то, может быть, вопросы у вас появятся, походите, подумайте и вспомните. Да, кстати, я например, не согласна с этим, или я вот это хочу узнать. И предлагайте ваши идеи для следующих эфиров. Вот, потому что мне ваши идеи гораздо, ваши настоящие вопросы, настоящие в смысле, что взяты из собственной жизни, из реальной жизни, гораздо мне интереснее на них отвечать, чем придумывать самому какое-то, могло бы быть так, что там, знаете, там был бы вот нарцисс, предположим, а был бы какая-то еще женщина, и вот мы это начинаем представлять. Во-первых, это представлять, так сказать, сложно достаточно, а во-вторых, это же, не так, не так реально, не так полезно, не так значимо, как когда мы разбираем какую-то конкретную ситуацию. Вот. Спасибо всем за вопросы, кого поблагодарил, в частности, отдельно, потому что я отметил вопросы, и всех остальных. Спасибо вам большое, спасибо большое. Бум-бум-бум-бум. Хватит уже о нарциссах. Да я бы хотел бы, но я попал в такую яму, что я столько видео наснимал на нарциссов, что у меня теперь большая аудитория, которым это интересно. И получается, что я так стараюсь тему и не только нарциссов считать. Кстати, по поводу того, что не надо только о нарциссах, я сегодня очень много чего говорил, выходя за тему нарциссизма, потому что я же не так, что нарциссы. Мы с вами заходим с этого, а там же, видите, все взаимосвязано. Все и про детей сегодня поговорили, про развитие человека, ребенка и про много чего. Все. На прощание. Спокойной ночи. До встречи в следующих эфирах. Пока-пока.